подходи ко мне близко, киска, не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко, киска, не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко, киска, не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко, киска, я от тебя без ума. Ты моя киска, да, это на века. Очень тонкая ткань, грань твоей любви. Я тут бенгальский тигр, хочу с тобой только игр. Быть с тобой очень близок, с тобой хочу. Словно мурашки по коже, да, да, я хищный зверь. Я знаю, ты хочешь тоже, лучше сама проверь. Крадусь и пылая сердцем, я знаю, ты мой удел. Я больше так не могу, зачем этот беспредел? Не подходи ко мне близко, не подходи ко мне близко, киска, не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко, киска, не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко, киска, я от тебя без ума. сводишь меня с ума, ты все мое увлечение. Манишь меня к себе, ты, кажется, нужно лечение. Глаза твои это сапфиры, влюбляюсь я вновь и вновь. Я сразу стал ювелиром, наверное, это любовь. На улице холодно, осень, так нужно больше тепла. А может быть все же очень, мне нужно больше тебя. Болезнь, потеря, я менял же категорию. снова меня объяла. Хоть бы еще разочек, тепло меня так обняло. Наверное, я марионетка, безумен так от тебя. Какая ты хищная детка, влюбляешь меня в себя. Совсем не знаешь меня, не знаю тебя я тоже. В одном уверен лишь я, вот точно с тобой. Так здесь изменена категория. Вся такая нежная, я знаю, меня хочешь. Своим видом глаза мои мучаешь, никак от меня не отходишь. Вся такая жгучая, греешь меня собой. Здесь и сейчас только ты и я. Это ТВ и радио же получается, она же как... Ты леопард, я понял. я бенгальская киса, я тебя приручил. Ты такая актриса. Это же не игра. Давай на я же главное это не игру. Давай на 4. Давай сделаем. Ты и я. А если ты говорим и ржем? Не подходи ко мне близко, киск, не подходи ко мне. Да все, не подойдет она к тебе. Успокойся. Китикетом ее только не корми. Сейчас, секунду. Не подходи к нему, киса. Но все вроде поменял. Все сделал. Все работает. Так, ребята. Сейчас тут все запустилось. Оки-доки. Блин, так ярко все будет. Всем вечер добрый, кто не был на Таркове. Ну, у меня ночь уже, конечно. Что это за стринги тут рекламируются? Короче, нашел сайт какой-то на сайте. Просто посмотрим старые выпуски. Еще первые, наверное, сезоны. Еще часто программа уже «Мама в 16». Мы посмотрим «Беременна в 16». Я думаю, они уже внуков создали эти в «Беременна в 16», которые были. Там уже внуки, наверное, у них. Что это? А, ну да, сейчас будем кучу реклам смотреть. Давай уже запускайся. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. У каждой своя жизнь и свой выбор. Беременна в 16. Решение, от которого... Слушай, а мне здесь паузы невыгодно будет нажимать. Они рекламу будут мне врубать. Как я тогда буду рассказывать вообще? Сгинь отсюда. Так, в общем, смотрим программу «Беременна в 16». Первые сезоны, первые выпуски. Обсуждаем, где-то ржем, где-то остроумничаем. Короче, ну, как оно в жизни бывает. зависит не одна жизнь. Вот надо поплакать.
привет. Меня зовут Лиля. Я из города Пенза. Мне 16 лет. Как у любого подростка, у меня есть страничка в социальных сетях. Фотки я стараюсь выкладывать каждый день, а потом смотрю, как много лайков она соберет. Но в моей реальной жизни все не так красиво, как на фотографиях. Папа умер, когда я была совсем маленькой. То есть папу я только видела на фотографиях. А маме я была Обязательно не надо, нужна. мама, папа Она умер. даже никогда не говорила, что Можно любит просто меня. про любимого сразу рассказать, и Мама когда выпивала. залетело. Все, нет, тут Очень надо про сильно, папу, про маму. пропадала Вот как опять. бы из дома. Мама по улице шлялась с утра пораньше, уже такая вся никакая, и поэтому мне было очень как бы невыносимо было выйти на улицу, потому что на меня Просто люди вчера заходили, не понятно, выходили. Люди, которые не просто хотят посмотреть. Ну смотри, я почему ставлю ТВ-радио? Потому что это все-таки из ТВ тема же. То есть это с телевизора же. Логично, ТВ. Говорим, обсуждаем. Ну. У меня маленько другое обсуждение. Я просто как бы, ну да, может иногда что-то я скажу из жизни как бы. Вот. А так в основном надо к этому относиться с юмором, как бы тоже, а не сидеть рыдать. Наоборот, ребенок это радость, по сути. Если ты, конечно, сможешь ответственность за это взять. все очень косо смотрели, то, что у меня такая мама. В итоге до 14 лет меня воспитывала бабушка. Я ее любила больше, чем маму, честно. Любила больше, чем Сегодня маму, рекламу потому что только она была вырубать везде со мной. постоянно. Бабушка была для меня самым родным человеком. Все время я сидела у нее в комнате, все время на какие-то песни пела. Там вязала варежки, носки, целую кучу просто. Что-то девчонка-то вообще не поэтому всё время малолетняя с ней. какая-то. Когда мама приходила пьяная, я просто у нее закрывалась в комнате, говорю, что не выпью. Так вот что ли сделать, надоест. Но 2 года назад бабушка умерла, и я осталась совсем одна. Единственный человек, от кого я не получала такие чувства, как от бабушки. Да, именно с Ну, бабушкой вообще-то на я могилках чувствовала фотографии себя нормально. замазывают. Почему Мне здесь было очень показывают? Я не плохо. могу понять. И я вернулась к маме. Но вместо поддержки она просто срывала на мне злость. После бабушкиной смерти она вообще стала агрессивной. Произошел конфликт, и тут она на меня просто через минут 5 просто налетает, заходит, с кулаками. Подлезла на меня. Она приходит, от нее пахнет никотином. Ну, у меня тут взрыв эмоций. Мать Я схватила её. ее за волосы Видно, попивает. и ударила по спине. Я быстро пошла к крестному, По позвонила в человеку сразу полицию, видно, что приехала он полиция. бухает. То есть мама такая довольная, все к ней зашли. Я, говорит, ее не трогала. Я не знала, как защитить себя. У меня не было поддержки. Я боялась приходить домой. И я решилась написать в полицию и отказаться от собственной матери. Так я и оказалась в детдоме. Так трудно и одиноко было в детском доме. Но мир не без добрых людей. Я встретила Санию. Она волонтер. Нормально ко мне в это? гости придешь? Да вот, на днях. Качество нормальное или сильно плохое? Как, видно вообще это, кто там? Мне же надо знать ваше мнение. Ай, задолбал ты, смотри, еще. Вырубил, прикинь, опять стрим. Он его вырубает. Да, у него, короче, этот канал этот проплачен стопудовый. Ю. О, этот, привет, креветка. Привет, привет. Рутуб вырубает трансляцию, и все. Видео громче тебя. Ну так понятно, я буду его, эту паузу нажимать. Рутуб мне опять трансляцию вырубил. Короче, у меня сейчас Twitch и VK Play работает. Вот, имейте в виду. Он его вырубает постоянно. Даже вот я сейчас не на его площадке стримлю эту программу, он все, точнее, не с его площадки стримлю эту программу, он мне все равно его вырубает. Да пошел нахрен. Я тебе любимую пиццу испеку, как всегда. По учебе у тебя что там, зайка? Да, все нормально. Успеваемость? Да, хорошо. Экзамены как раз вот задаем. Именно Сания посоветовала мне год назад поступить в колледж на повара. Но думаю я не об учебе, а о Кирилле.
симпатичном парне из параллельной группы. Кириллу 18, Арма 3 со и он скидкой, очень молодец, классный. поздравляю. Он любит машины, тусовки, и я по уши в него влюблена. Он меня зацепил вообще своей внешностью. Когда я его вижу, у меня вообще сердце замирает. Мы познакомились зимой, в декабре. Кирилл закидал меня снежками, когда я возвращалась с учебы. Ты написал, как дела, и прислал мне 3 сердечка. Ну ты вспомни, я еще поинтересовалась, не заболел ли ты? Да. Ну, наконец-то. Вот так Наконец-то раз с тобой всё позитивчик закрутилось. начался, а то Я не похороны могу всякие. своих ты чё. описать чувств Кирилла. Мне все время хочется, чтобы он был рядом. Если честно, я не ожидала, что Кирилл обратит на меня внимание. Ведь он самый завидный жених в нашем колледже. Хорошо, я тебя понял. Блин, ну мы тогда про Кирилла не посмотрим. Сейчас паузу пока сделаем. Сейчас, секунду. Мутно говоришь. Ну, не, я просто думал, Рутуб меня не отключит. Но он меня отключил. Поэтому можно пойти на Рутуб и посмотреть «Маму». Современные выпуски. Сейчас. Туру-ту-туру-ту. Пойдем что-нибудь смотреть. Современное. Велька. Хоть девчуля красивая. Смотри, только не потеряй голову, самое главное. Потому что она уже старая, стопудово сейчас. Выпуски старые. Сейчас уже лет 20 в плюс. Как я? А я все не могу понять, где мне эту программу транслировать. Я вот думаю, можно на ютубе канал еще один создать. 3. Потому что там вот, где канал у меня есть вот старый Патриот Сип, там, понятно, не поймут эту тему. Канал, который сейчас вот у меня, где я выкладываю ролики, за рулем ездю, тоже что попало будет. Ну, там будут водители, мужики, приходите смотреть «Маму в 16». Вот. Я думаю, надо еще канал создавать именно для вот такой темы. Игровых каналов вот Рутуб не дает обсуждать ни хрена. Играть дает. Twitch удаляет стримы через неделю, у него система такая. ВК Play самый классный, но вот почему-то на ВК Play люди не идут. Чем там невыгодно, вроде качество картинки хорошее. Вон у меня сидит сейчас Вован там в чате на ВК Play. Ей уже 20, да, конечно, бабка уже в 20. Так, Эрика, Иркутск, поехали. Это она, что ли? Она же темная была, почему она рыжая и с 2 зубами? А, это реклама. Классная реклама. Я уже купить захотел. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется, все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Мы сейчас смотрим, вот выпуск недавно был. На днях, буквально. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. У каждой своя судьба и свой выбор. Стать мамой в 16. Решение, от которого зависит не одна жизнь. А чё он ей куртку целует? Я понимаю, как бы, я вот тоже там, мне вот футболка это нравится, мне что, ее надо поцеловать? А что, ну, типа как показываешь этим жестом, что тебе нравится одежда, да, я так понимаю? Блин, пойду кроссовки поцелую в пятку. А чё уже такая расстроенная? Ты еще не забеременела, подожди. Так, надо.
Я, кстати, это пью напиток он в этот раз. Я туда налил это виски с колой. Ну иначе как эту программу-то смотреть? Без напитков интересных не получится. Всем привет, меня зовут Эрика, мне 17 лет, и я живу в городе Иркутске. А мне 36. Я в Новосибирске. Шучу, 35 только будет, ладно. Я человек с добрым сердцем, спокойная, неконфликтная. Судьба у меня непростая, но я не ожесточилась. У меня нет злости на мир, просто скорее непонимание, почему в целом. Что это такое вообще? У меня ни злости на мир, не понимаю. Она что, уже обиженная, что ли, получается, на жизнь? В целом я столкнулась со всем этим. Я рано осталась без родителей. Мама, Елена Петровна, вскоре после моего рождения стала употреблять наркотики, и ее лишили родительских прав. Отец, Петр Денисович, утонул. Я его даже... Они то ли специально вот такие выпуски делают, вот, со смертями, со всякими. Но вот эту жалость какую-то вот начинают создавать. Ну. Не помню. Когда они начали жить вместе, мама не знала, что папа употребляет. А потом она заметила, но она не отказалась от него. Отец нифига там подсадил ее на тачка. наркотики. Она начала употреблять и не смогла с них слезть. 2 года назад моя мама умерла от передозировки в возрасте 45 лет. Я получаю пособие по потере родителей – 15 тысяч рублей. Опекунство надо мной взяла бабушка Лидия Николаевна. Ей 71 год, она на пенсии, получает 37 тысяч в месяц. Больше 40 лет бабушка проработала в школе учителем физкультуры и ОБЖ. Она воспитывала меня строго, даже жестко. Ну что, купила, Эри? Да. Парлежа принять 20 отжиманий бегом. Нет? Не, ну а что, физкультура? Не, ну я паузу нажимаю, чтобы говорить. Я сейчас не могу во время видео говорить. А смысл с ними в третий голос? В общем, я так понимаю, она просто с бабушкой осталась, да? Да, молоко, как ты просила. Эри, ну кто в бутылках берет молоко? Да, в тарелках надо брать, неправильно. А разница в цене. Вот ты 100 рублей переплатила, а надо было в мягкой упаковке купить. Уже пора научиться... Блин, прикинь, в тарелке молоко купить. Не, ну а чё, ну кошки же наливают в миску, допустим. Сразу в тарелке взял, и все нормально же. Экономнее жить. Ну, с бабушкой отношения у меня. Блин, ну... А, вот в советское время, да, вот. Там же были, помните, бутылки или банки для молока. Да ты погромче сделай у себя звук, нормально видео на максимум. Ты чё, братан? У меня везде все по максимуму. Это у тебя что-то со звуком. Не очень складывается. Она слишком... Со звуком что-то у тебя. Мне кажется, что бабушка диктатор. У нас в коридоре висела скакалка, и это было так, что если провинитесь, то этой скакалкой можно получить. У меня есть сестра Софья, ей 16. Она на максимум, учится в везде колледже. все на максимум. Ей тоже трудно уживаться с бабушкой. Я если буду говорить, я буду паузу нажимать, и все, я не буду с ними выводить в третий голос общаться. Поэтому она переехала в студенческое общежитие, но регулярно навещает нас. Ну, были моменты, когда приезжали с опеки, предлагали в детдом их отдать. Я не смогла этого сделать. Мне еще возраст позволял с ними заниматься. И вот вырастила их. Учеба в школе всегда давалась мне тяжело. По всем предметам я редко получала оценку выше 3. Другие дети издевались надо мной. Ведь я была бедно одета. Спасибо. Тихоня, Звук без отлично родителей. вот пишет а человек. давать сдачи я не умела. Буллинг давался мне тяжело. Бывали даже такие ситуации, что подкарауливали меня после школы, потом вставали в круг и начинали как-то меня оскорблять. Я просто буду потише говорить, и все, вот так вот нормально. Вот, смотри, вот так. 1, 2. Так, нормально. 3. 4. Ну ладно, шучу. Неудачная шутка. Доходило до такого, что выходил школьный охранник и прогонял их. Поэтому после 9 класса я забрала аттестат и поступила в колледж на кондитера.
Но и там друзей я не нашла. Ведь половина студентов – ребята из моего района и школы. Единственным человеком, который всегда относился ко мне хорошо, был одноклассник Глеб. Ты же сама знаешь, что ты мне всегда нравилась. Я тебя, грубо говоря, Да, всегда я бы тебя уже бы... любил. И даже если ты не отвечал взаимностью, я все равно хоть как-то продолжал общаться, помогать. И никогда не поздно начать заново. У него такое же сложное детство, как и у меня. Его родители пьют. После 9 класса он не стал продолжать учебу, устроился кассиром в магазин, снял комнату. Ребята, я все понимаю, как бы всякое в жизни бывает, но мы все равно будем как бы отсюда черпать какой-нибудь позитив и, ну, иногда улыбаться, все. Ну, просто если, я не знаю вообще, для чего вот это, все вот эти там смерти, вот это негатив, для чего? Чтобы жалость вызвать у зрителя. Как бы... И съехал от них. Зарплата у него 40 тысяч. Глеб влюбился в меня еще в школе. Мы были одноклассниками. Я даже сама не заметила, как мы начали общаться. Плюс еще это типа он это начал на меня как-то по-другому монетки смотреть. вставляют Взгляд, на удачу. заметен. Но у меня была симпатия к Глебу, но до отношений не дошло. Я откровенно говорил то, что она мне нравится, то, что она мне симпатична, не безразлична, и я хотел бы завести отношения. Но так или иначе, Эрика отвечала нет. Глеб не отступал и надеялся, что мы будем вместе, даже когда я встретила его. Он так хорошо в маленьком доме. Ну вот, уже дом у вас есть. Осталось только семью создать, и все. Да. Ага. Так было бы хорошо. Зато не в ипотеку Моего будет. парня зовут Егор. Ему 17 лет. Мы познакомились еще в школе. Он учится в 11 классе. Но в первый раз я заметила Егора в школе. Он просто проходил по коридору и В смысле, тебе Глеба мало, что ли? Какой Егор опять? Маты, какие-то джинсы на нем модные. Это все в школьной форме. Он как будто ему плевать на школьный устав. Ну, Эрика выделялась как бы среди серой массы из школы. Была какой-то особенной, другой. То, что у нее волосы были яркие, она красилась. Чем-то этим зацепила. Наши отношения развивались быстро. Я почему-то думал, она с Глебом будет. Тут Эрик появился. Сначала Егор предложил встретиться. Там, скорее всего, какой-нибудь Потом еще начались появится. свидания, и мы стали видеться каждый день. Егор, мне страшно. А мне-то как страшно. Фига мне в горке. 3. Все, пока. Блин, я думал, он сейчас ей рукой помашет. Всё, до свидания. Пойдем посмотрим на эти штучки. Какие? Да. У меня Точнее, прощаю. появились эти бабочки в животе. Когда он пишет, я прям Сейчас, подожди, у тебя еще мотылек появится. Чуть попозже. Егор сразу стал ревновать меня к Глебу. В школе на переменах он видел, что Глеб не отходит от меня. Не могу про него говорить, имя прям противно уже. Мерзкий человек, неприятный, знает, что у Эрики есть отношения. Да это бред какой-то, я тоже вот, я не понял. В смысле, тут вот про Глеба, да, вот, и тут бац, и Эрик какой-то, Егор, да? Да, Егор появляется, ну. В чем прикол вообще? Со мной. И при этом лезет. Мне было довольно обидно все же, что у нас ничего не получилось, и при этом еще мое место занял Егор, не видел в нем ничего интересного и не мог понять, в принципе, за что Эрика зацепилась. Егор живет с Ты волосы покрась обратно в свой цвет, который у тебя оригинал, и все нормально будет. мамой Галиной Николаевной в большом доме. Я с ней знакома. Ей 46 лет. Она по профессии детский врач. Работает в компании по продаже лекарств. Вот она. Самое интересное, вот что. Вот это самый интересный персонаж пока на данный момент. Вот как его звать или ее? Киса. Получает больше 150 тысяч рублей в месяц. Отец живет в Братске. С Галиной Николаевной они в разводе. Папа с Егором практически не общается, но алименты сыну выплачивает. Мне кажется, у нас отношения с мамой хорошие, я бы назвал их дружескими. Но я просто желаю, чтобы у каждого в моем возрасте были такие отношения с родителями. Потому что это, правда, очень нехорошо, да, ты можешь близкому человеку что-либо рассказать, поделиться просто как другу, подруге. Мне с самого начала не нравилось. Мне кажется, ли он сейчас заплачет? Вам не кажется, что он сейчас плакать будет? Что-то у него такое лицо грустное, по-моему.
Пацан, ты только не реви, все нормально. Она еще не залетела, все еще минут 10 у вас все будет нормально еще. Что Егор связался с не очень благополучной девочкой. Я боялась за Егора, что он может начать что-нибудь употреблять. Ну, потому что у нас в семье все благополучные, все с высшим образованием. Мама Егора хоть и отнеслась ко мне, но... Слушай, не, ну я все, конечно, понимаю. У меня тоже кошка, ну, до такой степени я не позволяю ей вот залазить. Фига у них весело. Чё там? Сейчас, подожди. Интересно, только нифига непонятно. А, что именно непонятно, давай я тебе все расскажу. Смотри. Жила-была девочка, у нее была мама наркоман. Я так понял, мама наркоман вроде как сейчас уже не с девочкой. По-моему, умерла она, наверное, да? Короче, девочку приютила бабушка. Она сейчас живет у бабушки. Вот. Ну, учится там, все. Вот. У девочки есть друг Глеб. Ну, у них, как это обычно бывает? Если у тебя отношения не получаются, значит, вы становитесь друзьями. Только я не знаю с кем. Пацан с девчонкой друзья. Ну, это, наверное, не знаю, 2% из 100. Вот. Все равно он будет ее любить, хотеть, там, я не знаю, ну, как оно бывает обычно. Как вот он сказал, блин, вот у меня не получилось, там, ты. Сейчас появился Егор. Вот, появился Егор. Типа как парень. Бьется в ее парне, но при этом Егору мешает вот этот Глеб. Короче, тут Санта-Барбара начинается, вот. Да, тройничок намечается. Все верно, да. Я, кстати, вот об этом хотел сказать. Прям в яблочко. Я вот только хотел об этом сказать, когда Егор возмущался по поводу, что Глеб мешается. Я говорю, так вы втроем? Почему? Блин, что такое с тобой? Сейчас, подождите секунду. О, нормально все. Я просто хочу чат поймать. Могу сказать одно, в армию их всех. Да сейчас, подожди, посмотрим там. Осторожно. Все же мешать может, нам у них не отклонение стало. со психикой, может, туда лучше их туда не брать. А то автомат дашь, они перестреляют друг друга. Своей бабушкой. Иногда он приходил к нам в гости, хоть бабушка и повторяла мне, что я сделала неудачный выбор. Что ты планируешь после школы делать? Да, не знаю еще. Как не знаю? Квадробером быть. В смысле? Мне нравятся собачки, люблю гавкать, ходить. Не, ну подожди, давай послушаем. Может, парень хочет военным стать, я не знаю. Да что же засмущаю? Как-то несерьезно, Егор. Да мне кажется, он просто разволновался. Он ничего не разволновался. Что ты за него заступаешься? Он мужчина. Он должен быть защитником моей внучки и опорой. Впечатление первое об Егоре у меня было не очень. Молодой. Воспитывала его. Сейчас, подожди, переспят, будет впечатление. Сразу, о, мужик, нормально. А что, почему бы нет? Егор, докажи, что ты мужчина. Квадробер, да, стопудово. Прикинь, вот в мамы 16 квадробера, когда пара попадется, я посмотрел бы, что это за зверьки такие интересные. Мама, она его избаловала. Ты бы еще из детского сада мне принесла сюда и посадила. Конечно, ты неправильно сделала. Ну, тебе надо было найти дядю 40-летнего и привезти. Вот, тогда бы бабушка оценила, сказала, вот, ну наконец-то ты нашла мужчину, молодец. У меня же... Правда, давай на него заяву накатаем. За тебя душа-то болит. Как ты будешь жить? Но он красивый. Красоту в карман не положишь. Блин, ну бабуля. Смотри-ка, что сразу к делу, так сказать, переходит, да? И семью не накормишь. Он молодой, зеленый, найди себе нормального парня. Покрась его в белый. С образованием, с работой там или пусть даже учится в университете. А это что? Через год Егор предложила жить у него. И я обрадовалась, ведь с бабушкой мне тяжело. Она...
Она с ушами ходит на макушке квадробер. Была против переезда, но я не стала ее слушать. Маме Эрика понравилось сразу же. Она, конечно, знала про ее судьбу, все это сложно, волновалась, что за меня, что за Эрику. Но, как мне кажется, она просто... Не, блин, ресницы такие, ё-моё. Я даже это пальцами не покажу. Фига она их нарастила. Это козырьки такие от солнца, короче. А чё, нормально, так удобно. Кепка моя отдыхает стопудово. Блин, слушай, мне даже показать нечем. Блин, нет у меня таких предметов на столе. Думала, что у нас она может измениться, ей станет легче. И поэтому она, была за то, чтобы Эрика переехала к нам. В доме Я, знаете, вот я чему удивляюсь, вот без приколов. Вот молодые дети, они реально дети, они еще учатся, студенты уже, понятно, все в раннем возрасте. Не, кто-то, конечно, вот как мы играли в футбол, нам вообще было не до девчонок, я об этом всегда говорил. То есть мне девчонки стали интересны, наверное, где-то после 20 лет. А, нет, подожди, в 17 лет. В 17 лет, да. То есть до 17 лет я вообще просто тупо в футбол играл с пацанами, в компьютерные бегали. Как-то не до вот этих приключений было. А девчонкам им рано интересно становится уже. Что сразу 40-летним, пусть 30-летним. Ты отсылку на себя? А что, не хотел бы с такой замутить? Щечки такие интересные, реснички такие нарощенные, в ушках монетки по рублю сразу на удачу. Это к деньгам. Егора я прожила полгода. Да, и шапка с ушками, кстати, киса. Как начнет там мяу. Но совместная жизнь меня разочаровала. Это что тут лежит? В гараж ходил. А почему это здесь лежит? Посмотри, Что это там вот в лотке лежит? Нахрена ты в лоток посрал? Женщина в доме. Лена про обувь? Что я женщина? Убирать кто за тобой будет? Я? Я же. Просто можно было взять и вот так поставить их. Может, хватит уже ругаться, а? Несложно же взять и убрать. Да, пойдем. Слушай, Егор, можно... Может, хватит. Блин, я вот хочу сказать, но это будет ругательски. Может, хватит уже ругаться? Пора уже что делать? Надо учиться, он вообще-то в школе еще, в 11 классе. Ему надо готовиться к поступлению. Тогда сами убирайте за ним. Я и так убираю. Я работаю, чтобы вас теперь двоих уже содержать. И я должна еще убирать и готовить. Раз уж решили жить как семья, то, пожалуйста, вот. Егор перестал мне помогать, потому что он уже осознал, что я от него никуда не уйду. То есть мне было неловко даже возвращаться к бабушке. И в итоге все доходит до того, что я чувствую себя золушкой скорее. Я не люблю что-либо делать по дому. В принципе, у нас так сложилось в семье, то, что домашний быт, готовка, уборка и так далее, это, дело женщины в доме. Мне интересно, твое-то дело, что сейчас? Ты, если не работаешь, сидишь на мамкиной шее, то есть ты уже обязанности для девчонки строишь, а сам что будешь делать? То есть моя мама. Постепенно все домашние... Нормальный в тебе, да? То есть я буду ни хера не делать, мама мне будет бабки давать, я буду обеспечивать. Вот. При этом я типа такой мужик, уже самостоятельной жизнью, живу в комнате у мамки. И вот, и буду ей тыкать пальцем, да, давай, убирай, ты же женщина. Капец. Дела легли на меня. Вот Егор молодежь, мне совсем не помогал. Смотрел кино или сидел в соцсетях. Я решила, что поспешила. Кстати, да, есть у нее что-то смесь маленько с... она просто так выглядит, с цыганской, да? Ты имеешь в виду темненькая такая. Блин, я не знаю, как вот тут как бы они оба виноваты, но... В плане, что они начали эти отношения. Но если начали, нам как-то надо разобраться, что, куда и что, блин. Что за херня началась? Вот. Или просто дружите тогда, живите по разлей вода. Или что это вот, приехали к родителям, давай, мама-ка, обеспечь нас. Что это за бред какой-то? Выбором. Хотела собрать вещи и... Я вот, у меня отношения начались в 17 лет тоже. Меня тоже позвали в гости, как бы... так сказать, но я бы только после армии туда. Я сразу и на работу. Я вообще не понимаю вот этих... вот сколько ему лет? 16-17? Я работал в 16-17. Че, ничего сложного. Стажа не было, опыта не было. Пинали тоже из работы в работу. А куда деваться было? И че?
Пытались, работали. А как стаж? Надо нарабатывать. Будешь сидеть дома, на маму надеяться. И уехать. Но мне придется изменить свои планы, ведь я жду ребенка. Вы вот, я просто вот перед тем, как сейчас продолжу, Рутуб меня постоянно банит, он только привык смотреть вот этих там, не знаю, кому ему выгоднее. Я-то как бы из жизни рассуждаю, то есть я хоть ржу, угораю, но я как бы вот через эту херню-то тоже прошел. У меня отношения-то с 16-17 начались, то есть я уже тоже уже свободной жизни ушел, так сказать. Поэтому я и угораю над ними, над пацанами вот этими, которые отношения строят, а отвечать-то ни за что не хотят. У нас с Егором произошла близость, когда я переехала жить к нему. Инициатором была я, потом как-то Егор не отказывался от этого. Я не знаю, чем я думала. Я могу тебе сказать, чем, но это уже не для этой программы. Первое время мы с Эрикой предохранялись, конечно же, потому что... Чем? Я вот всегда говорю, одевайте бронежилет 6 класса. Или шлем хотя бы 4-го, хоть уже рикошет сработает, хоть... Все равно был страх, а потом уже... Встречайте, Да заколебало. карта. С ней точно будет супер. Высокий годовой доход. И в самом деле супер. На нужное кэшбэк дает. Блин, сейчас столько банков, вот реально, нахрена их столько вот банков? Сделайте вы один банк уже нормальный, блин, и все. Мне так 500 этих банков понахерачили. Всякие УТП, фикиде, блин. Казалось, что ну ничего не будет, нет никакой ответственности, и все будет нормально. 4 месяца назад у меня прервался цикл. Сначала я не придала этому значения, но задержка длится уже долго, и я забеспокоилась и купила тест. Вижу 2 полоски. Я просто в шоке. Я не готова к детям. Мне страшно, потому что я не знаю своего будущего, как я буду воспитывать ребенка. Плюс я еще не знаю, как отнесется Егор, бабушка Зато чпокаться знаешь как. и его мама к этой ситуации. Я решила, что первым о беременности должен узнать Егор. Я беременна. Да, быть не может, нет. Нет, да ты все, да мы же с тобой просто это мизинчиками коснулись друг друга. Блин, забавно люди. Мне всегда удивляет реакция пацанов в этом случае. Кстати, и в 45 лет, когда мы смотрели «Беременна», реакция мужика тоже тогда. Да как? Как ты беременна-то? Ты шутишь сейчас надо мной, да? Нет. Да не, Эрика, не. Ты уверена? Может, он бракованный, я не знаю. И что ты предлагаешь? Просто таким шутить не надо. Просто вот эту промокашку мне давать сейчас не надо. Надо на тест идти делать, УЗИ какой-то там. Хорошо, давай запишусь, если Давай, так будет сейчас. легче. А если это правда, то что? Ну, тогда что еще? И что ты предлагаешь? Эрика, вот сейчас гадай тут стоять, что-то холодно. Вот ты меня зачем тащил, чтобы промокашку эту показывать мне? Ищи давай УЗИ. Я сейчас Ой, капец, да? Иди ищи УЗИ, короче, иди сама все делай вообще, это твои проблемы, короче. Блять, вот я удивляюсь, вот это уже, кстати, вот неверная вот эта вся тема начала вот этого, да? Даже вот уже с ранних лет уже вот это иди сама, иди. Блин, вот на данный момент как бы они виноваты оба в этой херне, да, по сути. Вот еще раз пример тому, что мальчик и мужик, блин. И есть мужик, который скажет, пойдем на УЗИ вместе сходим, посмотрим, как бы. Вот, мы оба здесь виноваты, как бы. А есть вот мальчики вот такие, как вот этот сейчас, которые, вот он уже не может брать на себя, вот он не может сейчас ответственность эту взять на себя, все. А ему лет 17, стопудово. Вот, есть такая категория. что, конечно, какую-то ответственность перед Эрикой, то, что вот она забеременела от меня, и то, что в этом виноват в первую очередь я, а не она. Но, честно, я просто хочу... Да, елку попинай, жизнь лучше станет. Глядишь, и аборт произойдет. Ну, я не знаю. Или обратно, то, что ты туда в нее пустил, к тебе вернется. Верить, что это еще все неправда и что все пронесет. Мне страшно, что Егор, когда УЗИ подтвердит беременность, он не захочет этого ребенка. И придется воспитывать одной. Блин, так прикольно. Сначала помочатся, а потом всем дают потрогать. Братан, там, по-моему, вообще вот
Оно вот вообще не... Там не до этого. Им вообще... Вот, они даже не заморачиваются. Там они смотрят на эти полоски, и все. Вот они видят эти две полоски, и вообще пофиг, где этот тест был. А тут парень, видишь, не поверил. Что ты мне эту мокрую фигню показываешь? Иди посуши на батарее, принесешь, может, глядишь, полоска исчезнет. Феном подуй на них. Утром мы с Егором пошли на УЗИ. Надо попробовать, кстати, Ну что, у вас тут фен срок-то уже использовать. приличный. Сколько недель? 16 недель. Так-то возраст уже приличный. Завтра рождать, скорее всего, будете уже. Маленько задержались с УЗИ. Вон уже ручки, ножки, пупок. Че так поздно пришли-то? Задержка долгая была. Мозга. Думали, что это не оно, да? Да. 100%, да? 100% беременность есть. Вон сердечко бьется. У нее. Тут, да. Ее смотрит, вот смотрите, у вас сердечко бьется, здесь вот у вас легкие, вот здесь вы дышите. Поздравляю. Поздравляю, выживаю. Радость, что беременность подтвердилась. Как-то душу греет, что у нас будет связующее с Егором. Две наших частички сольются в одном человеке. И я надеюсь, что у нас будет семья. Сейчас сольются, подожди. Мозги у вас в одно сольются. Хорошо, еще не попросил облизать этот тест, а потом такие идут шаурму покупают. Чего, потом такие идут и шаурму покупают. Так, ладно, давай посмотрим, что у них там дальше будет. Ужас просто. Выполняют просто разные эмоции, и страх, и ненависть. В смысле страх? Ну трах-то был уже, какой страх-то? Все нормально. И злость, и... Ну просто хочется в это не верить. Егор, ну что ты молчишь? А что мне сказать тебе? А что сказать, а что сказать? Блин, прикольно. Вот этот момент самый интересный. Вот. Люди спят, не используя вообще вот контрацепцию, вот эту всякую ерунду, а потом удивляются. Откуда берутся дети? Да ты наоборот радуйся, что ты мужик, и ты женщина, ну в плане, что вы плодные. Значит, у вас все работает, функционирует. Поздравляю вас с ребенком, молодцы. Егор, куда ты уходишь? Егор. Я, конечно, понимаю, что это все не вовремя, но надо думать, как действовать дальше. Если ты откажешься, то я не хочу, чтобы в дальнейшем ты участвовал в жизни ребенка. Прими решение сразу. В смысле, как? Нет, ну я сейчас-то не хочу. Сейчас смотри, ты, короче, его родишь, вот. Потом вы с бабушкой его воспитаете, вот, оденете его, посодержите. А я через лет 15 подойду, как бы скажу, слушай, да я папа, ты чё, ёп... Хорошо? Конечно, я не хочу брать эту ответственность на себя, за ребенка, за Эрику. Я просто в шоке, что это, ну, вообще могло с нами произойти. Маму попроси, пускай возьмет. Дни идут, а Егор делает вид, что ничего не произошло. Я в полной растерянности. Единственным близким человеком, который мог бы меня поддержать, по-прежнему остается Глеб. В общем, я беременна. Погоди. От Егора? Да. Он что говорит? Мне вообще кажется, что он против беременности. Вот у него хоть какая-то поддержка есть, он же не собирается тебя из дома выкидывать и сказать, что это не мое, все, пока. Да мне кажется, что я там долго, честно, я про Глеба-то забыл. Ко мне можешь переехать. Я всегда рад. Ты готов принять меня с чужим ребенком? Если надо будет, без всяких сомнений, проблем. До сих пор у меня чувства к ней не пропали, не остыли. Поэтому даже если она будет с чужим ребенком, я без всяких сомнений. Ты волосы в порядок приведи, и все, как бы я понимаю, это твой стиль, это модно, все круто, но ей вот это, скорее всего, не нравится. Вот ты на лысо побрось, может, ей такие нравятся. Она полюбит. Не, ну то, что он ее приютит с ребенком, это мужской уже поступок такой, я бы сказал. Не только дружеский, а такой. Так вот он, мужчина, оказывается, у нее. О, вот, кстати, вот вам даже вот уже здесь понятно, да? Пацан нормальный крутится, она на него внимание обращает. Тут какой-то чупик попался, ё-моё, она к нему, вот и все. А потом в итоге, вот, оказывается, рядом-то принц был. Ну, не знаю, как, может, у них все еще изменится. Я ее приму и буду ей максимально помогать. Несмотря на поддержку Глеба, я не хочу терять Егора.
Мы все еще скрываем беременность. Не, смотри, вы можете, короче, такую аферу провернуть. Сейчас вот этот ребенок родится, с Глебом его вырастить. Потом опять пойдешь к Егору, опять, короче, там это, еще одного родишь, и пойдешь опять к Глебу. Слушай, схема, кстати, рабочая, можно попробовать. Беременность от Галины Николаевны. Но невозможно же тянуть вечно. Что ты, кстати, решил по поводу ребенка? Все расскажем, все будет отлично. У нас будет семья, ребенок, ты и я. Все хорошо будет. Что, серьезно? Ну, я не знаю, это тяжело. И, конечно, неудобно мне ультиматум давать. А обо мне подумать, вот то, что у меня тоже какие-то чувства есть, то, что я не понимаю сам, что делать, то, что мне так же тяжело. Да там Глеб уже согласен, идите втроем. Ну, считай, 2 папы, 1 мама. Нормальненькая. Как ей. Кстати, смотри, если сейчас вот брюнет родится, потом может блондин или блондинка, так что вот один же более темный, другой светлый. Можно 2 разных зачать. Выбор. У них есть выбор. Кстати, неплохая бы у них семья получилась. Че молчим? Может, ты скажешь? Да в армию всех. Новость для тебя есть. Так они и так пойдут, походу. У нас новость есть, мамам. Ну... Эрика беременна. Ты чё, сука? Ты охренел? Ну-ка, пойдем. Чик такая на нее смотрит. Прикол в том, что она сейчас мать не будет на него возмущаться, она будет возмущаться на нее. Вот. Есть такая вот психология почему-то у матерей, ну как бы у свекрови, давайте будем так называть. Почему-то они постоянно, вот есть такие, которые защищают своих пацанов. Постоянно, блин. Да все хорошо будет. Что теперь с учебой, со школой? Да нормально все будет. На что вы собрались жить? Я пособие получаю. Ну как такое могло произойти-то? Объясни мне, пожалуйста. Ну вот так бывает. Ты вообще В жизни так было. О, давайте многоточие послушаем. просто. В жизни так было. Мне кажется, Эрика просто очень хорошо решила устроить свою жизнь. Да, вот я же вам говорил, вот она сейчас будет на нее переть. Типа, Эрика решила воспользоваться нашим особняком на Рублевке и высосать все из нас деньги. Эрика, подожди. Ну вот опять обиделась. Опять я что-то не то сказала, бедной девочке. Я думаю, у Эрики не было детства, и она просто решила себе, так сказать, завести живую жизнь. Да, она решила это детство восполнить ребенком. Логика. То есть у Эрики не было детства, значит, ей надо родить ребенка, чтобы у нее было детство. То есть если детей рождают, это детство у них. Галина Николаевна. Не хватило, может быть, ласки в детстве. А здесь она нашла вот такую вот семью для себя. Конечно. И решила окончательно в ней закрепиться. И мне обидно это. У тебя же на лбу написано Потому что она так говорит, олигарх. я как будто пустое место, что она считает, что я испортила жизнь ее сыну. Такой агрессивной реакции я Сын не баран, ожидала. потому что У меня нет сил сам башкой не терпеть и думает. оставаться в этом доме. Эрика, ты куда? Я ухожу. Куда? Егор, я устала всего. Не, ладно, я как бы слова свои обратно верну, неправильно я сказал, что там сын баран, муж козел. Вот. Ну, суть-то в чем? Я имею в виду, что вот сейчас он правильно делает, молодец, что он как бы ее ловит. Да, мать, конечно, вот я считаю, она не права, мать. Вот это самое вот хреновое, когда так вот начинают. Это уже у нее со свекровью не заладится. Свекровь, если так начинает себя вести, это уже все. Это потеря потерь. Не, ну может, если только ребенок родится, она там, ой, ты мой маленький, там начнется. И до ребенка она сейчас будет ее троллить. Всего этого. И куда ты идешь? Мне неприятно все это слышать. Эрика, куда ты беременная пойдешь сейчас? Егор, отстань. Подожди. Глебу. Да, Глебу. Хватит материться, задолбали мне своими пиками. Я считаю то, что
Он должен был поддержать меня с самого начала. Мне обидно, что Егор так поступает, а Глеб сторонний. Потому что он на мамкиной шее сидит, вот и поступает. Он боится, если он слово маме скажет, мама под шиворот скажет, идите отсюда, и все, и он прилипнет. А где деньги ему брать? Ты ему денег не дашь, бабушке его тоже, у бабушки мало денег. К Глебу пойдете только в тройничка, и все, как бы. Человек готов принять этого ребенка. Ты прости, пожалуйста, нас. Все же хорошо будет, правда. Ты вообще уверен, что это твой ребенок? Да. Потому что я помню, она к нам только переехала. А, подожди, про Глеба имеется в виду. Ну, кстати, да, они могут еще подумать, что это Глеб виноват. Смотри-ка, что. А я что-то об этом-то и не подумал. Сразу встречалась с каким-то парнем. Нормально будет все, правда. Вот я сомневаюсь, что это твой, если честно. Но он и не говори так. Это... Ну а как говорить? Ну а Ты как уверен в отмазаться этом? от него? Ну как? Вот Да, об этом я он не уверен будет в нем. делать. Давай будем Я говорить, уже что он просто чужой, и запутался все. Я хочу быть уверена в том, что моего сына не обманывают и не используют, чтобы устроить свою дальнейшую жизнь. Поэтому нужно будет сделать тест ДНК, чтобы не было сомнений, что мы воспитываем чужого ребенка. Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он был не моим. Мне просто было бы так легче. Блин, прикольный тип. Вот видно же вот по лицу, да? Честный парень, хочет семьи. Ответственный. Вован, мне нужно мнение экспертов. Да отправить маму в армию, и все. Ну, блин. Слушай, ее, наверное, не возьмут уже. Возраст. Как думаешь, его возьмут в армию? Самому. А с другой стороны, я хочу, чтобы он был моим, потому что я люблю Эрику. Я в полном отчаянии. Мне ничего не остается, как идти к бабушке. Что случилось? Тебя Егор обидел? Эрика. Я беременна. Мне кажется, у меня большой срок уже. Боже мой. Ой, я это предполагала. И что теперь? Что ты решила делать? Как ты будешь учиться? С мальчиком отношения выстраивать? Вот я сейчас, наверное, скажу так, как бы, ну, у меня, это мой взгляд, на мой взгляд. Значит, выгнать маму, если в армию не хочет. Ну да, кстати, как вариант. Почему-то вот девушки, вот именно такого типажа, как она, они более вот такие раскрепощенные, мне кажется. Доступные в плане. Они быстро беременеют, быстро семьи создают, как бы. Вот. А еще они это манипулируют мужчинами. Очень. Ну вот она как-то еще особо не манипулирует, по ней видно, у нее характер какой-то такой слабенький еще. Она еще пока это юная, молодая. Подрастет, потом под каблук будет запихивать. Вот у нее еще все впереди. Ну, я почему-то вообще, вот когда ее увидел в начале программы, мне почему-то сразу вот не удивился, что она и забеременеет. Как бы, да, и в жизни вот у меня много вот таких знакомых как бы попадались такие вот люди, и они в основном все беременны уже. Не знаю, но у нее на лбу написано, что это не студент, а уже все, мама будущая. Надо было, наверное, подумать, а не знаю, это такой простой ответ. Как Егор к этому относится? Он сам ничего не знает. Как не знает? Спать, значит, с тобой знал. А как что-то серьезного коснулось, он не знает. Нет, он Я не тебе знал. говорил, что он безответственный. Что маменькин сынок. Он думал, они играют в контру по сети. Он думал сейчас присоединиться к ней по локалке. Вот. Ну, что-то как-то присоединились не так. И сеть пошла не туда. Блин. Что-то, походу, и сервер не тот создали. У тебя есть финансы, чтобы его содержать? У меня их нет. На меня вообще не рассчитывай. А что ты ушла-то от него? Он сказал, что пока что не готов. И Глеб предлагал мне пожить у него. Он сказал, чтобы я шла к Глебу. Глебу, чтобы шла? Да. Какой молодец.
с барского плеча тебя раз и другому отдает. Правильно, он беременность сделал, и иди к Глебу. А Глеб пусть растет, да? Какой он умный. Ну, я говорю, куда схема мне идти, нормальная. бабушка? Почему бы и нет? Рабочая схема. Забеременела от Егорки, пошла к Глебу, вырастили ребенка. Потом опять вернулась к Егору, опять ребенка сделали. К Глебу подошла опять. С Глебом опять вырастили. Вот. Один создает, другой воспитывает. Ну, почему бы и нет? Зато у ребенка будет отец какой-то. Как бы, нет, будет два. Биологический и моральный. Да никуда тебе идти. Живи, что теперь? Да. Там уже по ходу будем решать. Я в шоке. Она еще настолько Моральный и физический, да? молода. Эрика еще не понимает, что ее какие проблемы, хлопоты ждут в отношениях. Чего? Ее мама? Какая мама? Это не мама, это бабушка. Мать у нее умерла. Это бабушка у нее. Не ребенка. Я вот хотела тебе сказать, что я беременна. Я не знаю, как на это реагировать. Ну, тоже сходи Потому что я не уверена в забеременей. Егоре, как в партнере. Подругу надо поддержать. Вот смотрю на ваши отношения, и ничего хорошего я не вижу. Ну как, вот смотрите, вот в жизни обычно вот две подруги в юности там курточки одинаковые одевают, там туфельки, походки вот у них одинаковые. А почему не забеременеть сразу вместе? Тоже же по-подружески будет. И что ты вообще планируешь делать? Он сам еще ребенок, Поддержала он в школу бы. ходит. Он же живет за счет матери своей. Ну, другие воспитывают, и мы справимся. И ты думаешь, что если ты родишь, то он изменится? Ну, я надеюсь. Я очень переживаю за нее, потому что она сделала неправильный выбор в плане это сестра партнера. даже? Он не сможет обеспечить ее, не может дать стабильность, надежность и чувство уверенности, чувство безопасности. Зато может что-нибудь другое дать. Кстати, уже дал. Это все не про него. Егор ни разу мне не позвонил с тех пор, как я ушла. Чувствую себя разбитой. Да и бабушка постоянно морально Значит, у нее в доме бабовщина, пусть в армию идет, там дедовщина будет. давит и пилит. Да я вот думаю в академию идти. Ты сдурела, что ли? Ну а что ты Беременных. Я предлагаю тебе первый курс закончить. Сдать экзамены хотя бы за первый курс. Но я не согласна с академией. Что Егор по этому поводу думает? Да мне кажется, ему вообще все равно. У Глеба посоветуйся. Ну, нашла ты себе кадра, Эрия. Год посижу в академии, потом вернусь. А кто будет с ребенком? Ты, Ну, в ясли, в детский бабушка. сад. Вы, нет, я буду Надо- к бабушке относиться вы, бабушка, будете с ребенком. Что за ты? Нет, ты это неправильно с моей стороны. Вы, бабушка, будете с ребенком. Ну, а чё такого? Все нормально. Все как в жизни. Годами стоять, чтобы в очередь дождаться. Или ты в платный О, собралась? вареники с Ну, чем? материнский капитал можно потратить на детский сад. Я не Я знаю. чувствую, с Я не творогом, согласна с наверное. твоим академом. И, естественно, я против. Это значит, все это образование отодвинется. Все, бабушка против, иди обратно. Верни Егору то, что он в тебе оставил. Что за дела? На несколько лет. И еще неизвестно, продолжится ли оно. Несмотря на убеждения бабушки, я твердо намерена взять академ и максимально посвящать себя ребенку, чтобы у него не было такого печального детства, как у меня. Я решила поехать в колледж и все оформить. Это значит, из-за ребенка ты бросаешь учебу и... И идешь в армию, как пишет Вовка. Да, бабушка уже пожила свою, пусть в армию идет, да, Ну да. Слушай, а что они вообще здесь делают? Пускай они все в армию идут. Ну тут какая-то армия в 16. и у тебя не будет образования. Ну при чем тут ребенок? Я говорю по существу, ты будешь связана по рукам и ногам. Ни о какой учебе речи не будет. А что, ну он еще даже не родился, ты уже начинаешь его упрекать за то, что я брошу учебу. Я не его упрекаю, я вашу безответственность упрекаю. Он Я же не все знаю. чувствует. А ты так говоришь об этом.
Ладно, иди, делай, что хочешь. Я не уверена в том, что я вернусь в техникум на обучение, но я на это надеюсь. Даже если не получится вернуться, я попробую закончить заочное. Я взяла академ. И, конечно, новость о моей беременности сразу разлетелась по колледжу. В чатах посыпались насмешки по поводу моих отношений с Глебом и Егором. Даже прозвали нас любовным треугольником. Хотя я люблю только Егора, а Глеб просто мой друг. Вдруг, друг, ну иногда и переспать не вдруг. Это, походу, со школы. Да, сначала в чате, теперь вот это. Что, можно оттереть, думаешь? Дай перчатку хоть. Бесполезно. Обидно, что рядом нет Егора. Вроде как отец ребенка, мой молодой человек. В итоге заступается друг. И... Я не могу понять, вот, да, я понятно, я как бы мужик, я не могу там определять особо внешку у пацанов, как бы, ну, я вот чисто вот как по типажу мужскому, вот по пацанячему, да, вот вижу, ну, Глеб, мне кажется, он более лучше выглядит, нет? Если ему вот эту херню, вот эту нормальную вернуть, цвет волос, мне кажется, он более как по-мужски, что ли, выглядит, чем тот вот этот мамкин. Ребенка готов принять друг. По-моему, мне кажется, сын Глеб ей больше подходит. Не знаю, что она выпендривается. Ну может по душе не подходит. Здравствуйте. Здрасте, какие люди без охраны. Что случилось? Зачем пришел? К Эрике. Так, а ты спрячься быстро. Нечего тут Сейчас его бабушка разглядывать. ему леща даст. Да? Как думаете? С какой? С левой, с правой? Она живет теперь здесь. И ты не бегай за ней. Ну, может, я увижу с ней хотя бы. Нет, только не здесь. Все, уходи. Я не хочу тебя видеть. Ты безответственный товарищ. Так, а ты вообще скройся отсюда. Не заглядывай. Так, можно поговорить с ней? Нет. Все, до свидания. Иди отсюда. И больше не приходи. Меня не устраивает Егор, потому как он не держит слова. Уже в этом возрасте нужно отвечать за свои слова. Он будущий. А в каком возрасте? Сколько вот им лет, как думаете? Так и да, она будет рожать со стороны, а друг лучше подходит для усыновления. Ну да, так оно и получается. Ну, им где-то лет по 17, я думаю. Вот. Мне кажется, им уже по 17 где-то. Мужчина. Я стараюсь его как бы отстранить от Эрики, чтобы она лишний раз не нервничала. Боюсь, что из-за бабушкиных принципов мой ребенок останется без отца. Поэтому, когда Егор через пару минут прислал мне сообщение, я спряталась читать его в ванной. Я рада, что он хочет помириться. Мне кажется, что если Егор пошел на такой шаг, чтобы поговорить все-таки, то ему не безразличны я и ребенок. Я у Эрики сейчас был. Меня тут выгнали. Бабушка Эрикина. Ну зачем ты туда вообще пошел, Егор? Ушла и ушла. Тебе сейчас надо думать совсем о другом. О чем? Нужно нормально закончить курсы и сдать ЕГЭ, и поступить, а не болтаться потом. Таких Эрик еще миллион будет. И вообще надо задуматься, если она так просто уходит, может, действительно не твой ребенок. У нее нервы сдают, понимаешь? Она же беременна. У всех нервы сдают, а у меня не сдают. Блин, вот я не знаю вот таких матерей, конечно. Мне интересно, вот она в юности, я понимаю, там головой думала, а если бы ситуация такая произошла, каково бы ей было, если про нее бы так говорили, что она где-то там нагуляла. И... Вот из-за вот таких людей растут потом безответственные сыновья, дочеря, вот распиздяи их так называю. Нервы смотреть на все это. Я люблю ее, понимаешь? В смысле ушла и тебе ушла. сейчас надо не об этом думать, а... Пацан, кстати, молодец, хоть я смеюсь над ним, но это он единственный вот сейчас вот из них, он более-менее как-то, может, реально у него чувства к ней есть, там все как бы. Только он привязан к мамке. Была бы у него жилка какая-нибудь там самостоятельности, да? Но видно, мамка рулит им. У нее, видите, скорее всего, какой-то бизнес или кем она тут работает. У нее деньги, то есть он сидит на ее шее. Поэтому он и боится оторваться. Он боится, что он останется без денег. О том, как ты будешь ЕГЭ сдавать и поступать. Егор, ну какая может быть любовь в 11 классе?
голова вообще... Слушай, 11 класс это нормально уже. Это, считай, они школу закончили. Ха. Они уже скоро вообще студентами станут, по сути, да? У нас, блин, уже в 9 классах, я не знаю, там... Не буду говорить, чем занимались. А тут 11 класс, нифига себе, уже балдуины. По лет 17, наверное. И у тебя не тем забито. А мне кажется, Егор совершил какую-то вселенскую глупость. А теперь я думаю, что с образованием, видимо, никак. Потому что растить ребенка это очень сложно. Егор пропустит. А чё сложно? Ну смотри, вот ситуация такая, да, получилась. Ну у вас же есть, вы вот у бабушки, ты, и там... Почему бы и бабушкам не побыть бабушками-то, по сути? Ну. Или они это не могут это уже, ну как, рано для них бабушками становиться. Ну, побыли бы с внуками, понянчились, те бы поучились, как бы. Я считаю, учеба, я понимаю, что это как бы их косяк, они должны за это отвечать, там все. А бабушки тогда для чего? Им же внуков тоже рождают, по сути. Они, наоборот, должны радоваться, что им внуков рано родили. Ну, они же это в карман сразу, карман считают. Не, их тоже понять можно, как бы это же надо сейчас содержать всех там, все. Вот в этом плане их можно понять. А вот в плане радуйся, у тебя сейчас уже появится внук или внучка. Ты еще вот в таком возрасте, а у тебя уже внук и внучка. Ты посмотришь, как у тебя внук или внучка в школу сходит, студентом станет, может там замуж или поженится. Это же наоборот здорово. Ну, об этом не думают в этом процессе. Это самое лучшее время в своей жизни. Это время студенчества. Это время ни с чем не сравнимо, и ничто его не заменит. Да один фиг он выучится, пойдет работать, не знаю, он водителем. Или кем-нибудь, не знаю вообще. Ну, как вот оно бывает? Учишься на одного, идешь работать другим, и все. Просто корочки поимел. Я хочу вернуться к Егору, поэтому, когда бабушка ушла сегодня в поликлинику, я побежала навстречу к нему. Я просто извиниться перед тобой хотел. Просто понимаешь, что все так навалилось. Еще мама с этим тестом. А я не хочу этого, понимаешь? Я знаю, что это мой ребенок. Ты прости меня, пожалуйста. Возвращайся жить ко мне. Егор, ну а как бабушка? А что бабушка? Ну а что ты предлагаешь, уйти от нее? Да, сбежать. Нужно о себе думать. О своем комфорте, а не Егор, о ну том, она мне такой скандал устроит. Эрика, она даже не узнает. Просто возьмешь и сбежишь. Мы все-таки близкие люди, и надо мириться, тем более, когда у нас общий ребенок. Весь вечер я нервничала и втайне от бабушки собирала вещи. И вот, наконец-то, ночью могу сбежать из дома. Но уйти от бабушки довольно тяжело, потому что ее довольно... Мне очень непривычно вот видеть вот такую девушку, Эрику, такую слабохарактерную, не знаю. Такое ощущение, как будто она тут реально роль играет. Сильно обидит, что я обратно вернусь к Егору после всего. Несмотря на это, я ухожу. Просто, ну, она вот, мне кажется, из категории такой девушки, вот, если на вид смотреть, которая кулаком по столу может дать. Ну, не верю я, что вот в это не верю я почему-то. К Егору, потому что с бабушкой мне очень тяжело. Я хочу спокойно доходить свою беременность без всех вот этих скандалов. А ты где? Я ушла. Куда? Ну, к Егору. Ну, ты вообще звезда. Больше не рассчитывай, что я буду смотреть на твои слезы, и я тебя больше не приму. Как ты там будешь отношения выстраивать с Галей, с Егором? Твои проблемы. Но живи там. Я считаю, что она не того мальчика выбрала. Я недовольна, что она все-таки... Одна считает, что он выбрал не ту девочку, другая считает не того мальчика. Ребят, поздняк метаться. У них уже 3-й будет скоро. А кого выбрали, они уже сами разберутся. Тут надо не считать, а уже действовать. Вот. Не ругать уже их, а как-то помогать уже. Воспитывать надо раньше. А когда уже дело произошло, надо искать уже решение. Все.
Победители не судят. Слышит моего голоса. Маму Егора я увидела только утром. К Не, ну они завтраку она победители вышла же. с таким лицом, что я сразу поняла, менять свое отношение ко мне она не собирается. Мгм. Меня все-таки волнует вопрос, Егор. Твой ли Может, это мы поедим ребенок? хотя бы спокойно? Почему ты меня сейчас не защитил? Блин, ну это уже совсем унизительно. Дай ей леща. Встань ей леща, дай. Эрика. Блин, я бы реально дал бы. Блин, ну это унизительно, мне кажется. Вот сидит, вот, представь его. Да, мне кажется, вот на его месте, я не знаю, мог бы матери реально сказать что-нибудь. Но он не скажет, потому что он сидит на ее шее, блин. Просто вот сидят втроем, да, вот они сидят, как бы у них там отношения уже, все там, может, любовь, сидит мать и... По-моему, это не твой ребенок. Ну, то есть там уже открыто ему намекают, что, может, она какая-нибудь шалобень? Защищаешь. Потому что это неправильно, когда ты дружишь с другими парнями, понимаешь? То есть ты сейчас на стороне своей мамы? Да, я не на ее стороне, у меня своя позиция такая. Это не- Какая, что это не твой ребенок? Река, я такого не говорил. Я считаю, что сынотест нужно будет Какой сделать на тест? отцовство. Бред какой-то. Потому что это ненормально. Вы Ненормально, сейчас ты ходишь... выставляете из меня какую-то проститутку. Если вы будете продолжать выносить мозг, Элика, ты поедешь обратно к бабушке жить. Мне вообще на работу уже Вы пора сейчас ехать. сами начали этот разговор. А, она мозг выносит еще. Прикольно. Яйцо почистить? Не, спасибо. Я Мама, глаза слышала. подожди. Мама. Вот, а ты сейчас хочешь просто слиться. Типа, вот, ребенок не мой, значит, и нести ответственность из него не буду. А прикинь, родится рыжий Гоги. А если родится темнокожий человек из Африки? Блин, вот это вообще будет фиаско тогда. Я бы посмотрел бы продолжение. Ты сейчас послушал свою маму и считаешь, что вот, ребенок не твой. А кого мне слушать? Не тебя же, Ты мне А кого мне слушать? Не тебя же, блин. Ё-моё. Короче, девчонку тут бьют со всех сторон, честно. Вот. Хотя она такая же, как и он, да? Такая же молодая, такая же, блин, студентка. Все, почему она должна вот брать этот удар, блин? Жалко ее, конечно, все равно. Ну, чисто по-человечески, как бы. Нет. Это твой ребенок. А я уверен в том, что ты ходила с Глебом, гуляла с ним, и теперь беременна. Я тебе уже сказала, что это твой ребенок. Почему я сейчас должна тебе что-то доказывать вообще? Ты это сейчас мне ничего не ненормально. докажешь. Докажешь, когда сделаешь тест. Я тебе сказала, теста не будет. Значит, не будешь веришь, здесь не жить. надо. Как бы унизительно это ни было, но я готова сделать ДНК-тест, Возьми чтобы тест этим людям и потом было нахрен стыдно их пошли, за и свои все. слова. Иди к Глебу. Вот мой совет, вот просто вот сделала тест, доказала, что ты не прошманда там, ну, как они думают. Вот. И ушла к Глебу. И с Глебом жила бы дальше, и все, нормальный пацан. А с этим придурком маменькиным лучше вообще бы отношения бы не имела. Здравствуйте. Проходи. А Эрику можете позвать? Эрика здесь не живет. Она ушла к этому Егору, и возвратиться или нет, я не знаю. Не могу я просто ее забыть, выкинуть просто из своей головы, просто вычеркнуть из своей жизни. Все же. Я считаю, что отношения с этим человеком, с Егором, огромная ошибка. В чем проблема теста? Да нет, ни в чем, просто видишь, что ты как бы недоверие уже такое сразу к ней. Ну. Да пускай Хоть я и сделает тест. вернулась как к бы. Егору, Глеб меня продолжает Ну, я тебе говорю, поддерживать. этим не остановится. Сегодня он привез мне фрукты. Лех так и хочет ее другу спихнуть. Да потому что он тюфяк, я вот по нему вижу. Ну, тюфяк он еще в таком возрасте. Не знаю, может, через лет 10 мужиком станет. Какой из него отец вообще? Ну? Он сейчас пакет смотрит, он уже как будто сейчас заплачет. Это Софа? Нет, это Егор, ты апельсин. фрукты, что ли, заказал? Ты откуда у меня деньги? Так по итогу это от кого? От Глеба. Егор, это вообще нормально?
короче, собираю фрукты, отправляю Они, короче, обратно друг Глебу. друга Надо троллят. это все прекращать. Прикольные у них игры. Почему я сейчас должна отдавать их Мать обратно? её Если троллит. тебя что-то А не зачем устраивает? Свекровь. понимать от кого, не пойми от кого. Короче, свекровь ее троллит, а она Глебом их троллит. Не хотел бы я быть ее другом. Ну вот видишь, вот ты как раз-то и не ее друг. Радуйся. О, В смысле не пойми, от кого это? Мой друг. Егор, ну не трогай, пожалуйста. смотри, как клади обратно. Просто вот это ненормально. Кто это будет убирать теперь? Пусть он приезжает и убирает. Ну, вот не может быть у девушки друга парня, Сейчас, подожди, приедет. Прикинь, звонит. Глеб, тут ситуация такая, мы тут яблоко разбили, можешь приехать это пол помыть? Подмести. Да, сейчас метнусь, только не бейте. Да блин, что у меня с камерой? Недоверие растет из-за того, что она не хочет делать тесты, непонятно, возможно. Да, нет, кстати, бот-код, ты в этом случае тоже прав. Я поддерживаю твою версию, как бы. Это, кстати, версия тоже такая, как вариант. Ну, я вам так скажу, я хоть и поддерживаю все, но она вот в этом моменте, кстати, сама вот создала вот эти, так сказать, две дорожки. Вот, то есть она уже, по идее, я вообще не знаю, зачем вот тогда с ней отношения началось, у нее был Глеб. Может, она просто позже о нем сказала. Да нету друзей особо. Мужчина, женщина, друзья, они до поры до времени, пока между ними страсть не вскипит, не вспыхнет, так сказать. Я не знаю, это надо мужику быть какому-то вообще, вот, не мужику, наверное, и бабе быть безразлично, прям конкретно, чтобы... Но я не поверю, что дружба какая-то там, блядь. Все равно Глеб, он к ней хочет подкатить. Это очевидно. Вот. А псих, кто псих? Глеб-то? Да, Глеб псих. Раз это дарит эти фрукты. Он специально раздор, походу, им вселяет. А прикинь, родиться с белым чубом. Глебовский ты имеешь в виду родиться? который не любит ее, не хочет ее. Никакой нормальный мужчина, человек не полезет в чужую семью, чтобы разрушать ее. В смысле не любит, не хочет ее? Что у девочки будет ребенок, а он лезет в семью. Или может это его ребенок. О, нифига, у него компьютер есть. Интересно, что у него за железо стоит? Ну-ка покажи видюшку. Может, он вообще игрок из Таркова? Ходит сюда. Тебе не стыдно такое говорить? А тебе не стыдно звать сюда? А сам фрукты ест Глеба. Я его не звала. Так напиши ему, скажи. Блин, приколист. Парень молодец. Напиши этому козлу, пока я его яблоки хаваю. Ты приходишь в мой дом. У меня есть парень. Я не буду писать. Пиши ему, чтобы он не приходил сюда больше. Он Потому хороший человек, он мне ничего плохого не сделал. Из-за твоей детской ревности я не хочу портить отношения с ним. Это ненормально, Эрика. Я перестала ходить в техникум, ни с кем не общаюсь. Единственный раз Глеб пришел, Да все ты нормально, начинаешь чё вы, вести ребята? себя как ребенок. Глеб. Вы современная молодежь 25-го года. Или когда выпуск был? День назад. Тогда вы вообще современная молодежь. Все, можно втроем, нормально. Не подружка никакая, а Глеб пришел. Я к своим подругам не хожу вот так домой. У меня их и нету. Ага, нету. Пиши ему, Эрика, чтобы он... Возьми себе подругу тоже, заведи, да и все. И будете в четверничка. А чё, почему? Клин клином вышибает. Взял бы себе подругу, тоже завел, и все. Видео лайк? Стопудово. Не приходил больше сюда, чтобы забыл этот адрес, чтобы забыл тебя. Егор, что за... Честно, вот не ставил бы, вот Рутубу не ставил вообще бы лайк. Ну ладно, он мне игры дает здесь стримить, так уж и быть. Что ты не любишь его, что ты любишь меня, пиши ему. Что за бред, Егор?
Пиши. Эрика. Ты успокоишься? Да. Ракету Хорошо, в я ему топ? сейчас напишу. Мне кажется, что Глеб будет переживать из-за этих сообщений. Тем более, у него есть чувства ко мне. Не знаю, возможно, ему эта ситуация будет непонятна. Мне Эрика написала. О, еще один котейк. Там был котейка. Это что за котейка? Чей это? Это, скорее всего, кошка. Кошки обычно такие у нас разноцветные. У меня, кстати, кошка тоже в этот раз не такая с разными цветами. Блин, я вот, кстати, обратил внимание, они вот когда разноцветные, они какие-то умные жаверии. Интересные они становятся. Кошка, стопудово кошка. Я просто не знаю вообще, даже как на это реагировать. Глеб, привет. Можешь, пожалуйста, больше... О, Глеб, а это подкрепление, что ли? Слушай, Глеб что-то задумал, по-моему. Сейчас это... Тригада. Приходите написать мне. Ты мне... Сейчас 100 пудов поедет к ним на тачке. На черный. С черными стеклами. И с этими пацанами. И музыка будет звучать из бригады. Ты мне никто, я люблю только Егора. В смысле, она ему реально сообщение? Никто, я люблю только Егора. Я не знаю, что думать, она сама это вообще сказала, или это... Нет, он и стоит там с пистолетом. Говори, сука. Тебе это надо? У меня такое ощущение реально, то, что просто, не знаю, что он там бьет, и не знаю, не дай бог. А потом... Ты, блин, вот он вообще его видел, нет? Типа от этого. Ну да, он-то бьет. Разобраться. Я пытался, ну, видишь, я писал, значит, не отвечает уже больше почему-то. Блин, я не знаю, я думаю... Затычки. Не пиши, не звони. От затычек этих ушел. Ну, конечно, слушать это больше неприятно и больно, все-таки пока я не узнаю хотя бы какую-то сторону Слушай, правды. ну интересно так смотреть. Не опущу руки. Ну что, ты губами шевелит, а что шевелит, не пойму. Что ты говорил, не знаю. Ты вообще слышала то, что Эрика снова к Егору перебралась? Я не понимаю, что ее вообще тянет туда? В любовь заигралась. Ей нужна такая любовь вообще? Не, ну, знаешь, Глеб, смотри, у тебя с сестрой замути. Рыжая, волосая, ты чё? Стройная, да еще сестра. Чё привязался к Эрике, вообще непонятно. Тут вон девчонка нормально стоит, он к Эрике лезет. ну я-то с ней об этом уже говорил, но ты хоть как родное лицо-то можешь хоть как-то попробовать повлиять? Я думаю, поговорю с ней об этом. Ну просто согласись, это уже какая-то тупиковая ситуация, она как бы... Да, пойдем с тобой ребенка замутим. Она меня унижала, она возвращается. Так сказать, это сравнимся с твоей сестрой один на один. Возвращается. Ну это уже бред какой-то просто. Надо вмешиваться. Сама она не уйдет никогда. Что, есть какие-то идеи по этому поводу? Ну, я подумаю насчет этого. Я считаю, что Эрика не станет счастливой с Егором. Я бы хотела, чтобы она... А в чем прикол вот так делать? Вот так. Это сейчас модно так? Блин, у меня так не получится, наверное. У меня еще волос бы сюда. Ну, ладно, как-то... Как-то вот так. Волосы так накатывать, так. Чтоб лучше слышно было, что ли? Конечно, была с другим партнером. Егор Да, очень инфантильный. Ты что, меня у дома сделала бы Что сразу. ты к Эрике ходишь, а? Хочу вот хороший. так. Ты кто? Хороший друг, в отличие от некоторых. А я парень, она беременна от меня. Что ты к ней ходишь? А вот объясни мне. Потому что хоть какая-то поддержка ей нужна. Какая поддержка? Вот объясни мне. Какая? Ты до меня сейчас... Драка. Понимаешь, что ты так вести себя будешь, будка будет набита. Так. На кого ставки делаем? Блин, слушай. Тут надо эту песню. Сейчас, подожди. Я не могу этот момент просто так вот перелистать. Сейчас, секунду. Оно, не оно. Ну-ка. Че он тупит? Не хочет включаться. Как думаете, кто у них победит?
Рыжая победит. А, в смысле, сейчас подойдет им обоим. Туф-туф. Тыщ-тыщ, слева, справа. Да чё с тобой, блин, задолбал? Чё у меня тупит? Это мощь. Так, ладно, хорош. Блин, вот это прикол вообще, да? Голливуд отдыхает. Просто вот... Ну, представь эту ситуацию. Вот там ходит оператор, он снимает эту тему. Понятное дело, камера за ними не летает сама. То есть им сценарий этот написали. Так, пацаны, давайте сделаем бой. Вот, как вот, смотрели в кино, как дерутся там. Ну, а как это иначе выглядит? Чё бы они перед камерой там драку бы настоящую изображали? Ну... Да. Блин, вот как люди все хотят попасть на эстраду. Даже через программу «Мама в 16». Ты он в том сгрое будешь похоронен. Я предупредил. Давай. Не понимает он слов, он тупой просто. Вот он гнет свою линию. Это молодец, похвально, конечно, но... Ой, есть песня. Гну свою линию. Как там? А, это, кстати, группа. Сейчас ее, по-моему, уже это не слушаем, да? Или слушаем эту группу. Прогну линию там. Это настоящая драка? Конечно. Это самое... Я такую еще не видел. Не. Надо у пацанов поучиться. Давай перемотаем. Посмотрим боевые вот эти действия. Как он так его завалил. Я тоже хочу так научиться. Сейчас пойду на улицу кого-нибудь заборю. В 2 часа ночи. Когда это касается меня и моей семьи, нет. Меня довольно сильно пугает все же то, что даже после всего того, что сделал Егор, то есть своя безответственность, равнодушие, даже после всего этого у него все еще остается к нему чувство. Помнишь, я тебе говорила о том, что у меня есть сестра, Ну да, помню. и она забеременела. Такой парень, ни рыба, ни мясо. Я очень хочу от него избавиться. Ты работаешь в магазине одежды, а я... Да. Мне просто интересно, а при чем тут одежда вообще? Продай ему стринги, пускай она позорится. Я еще знаю, что он шмоточник. Сыграем на ее чувство ревности. Ну, хорошо, ладно. Я думаю, можно его развести. Любовь слепа. Он не такой хороший, как кажется, и мы хотим показать Эрике истинное лицо Егора. Лучше растить ребенка одному, чем с таким партнером, как Егор. И вот эти? Угу. Даже вот сюда вот подошло бы, посмотри. Ну да. Или мне вот так вот. Ну это уже совсем роль начинается, кино. Именно в этот магазин он пошел за вещами, да? Под образ. Сколько? 6300. Нормально. Так, подожди. Что-нибудь вот такое вот. А это не дороговато будет для вашего? Рифма 6300, штаны тракториста. Бюджета. Ну слушай, я теперь буду как бомж, что ли, ходить? А ты как будто богатым бегал. По-моему, ты такой же и был. Почему сразу бомж? Бомж... Что такое бомж? Опять же, это человек без дома. А ты дома живешь с мамой. Бомж. И одет вроде нормально. Так. Привык одеваться дорого, вот так вот. Тебе, кстати, идет вот... За мамкин кошелек. Неплохо выглядит. Не, ну, понятное дело, мы маленькие все были, как бы... Нет, и в его возрасте я уже работал, кстати. Работал и в армии уже уходил. Сколько стоит?
22 500? По-моему, можно себе позволить. Конечно, тем более, когда она так хорошо сидит на мне. Ты посмотри. Ну да. Я прям похож на отца будущего ребенка. Вообще улицы. Мне просто интересно, зачем он с пацаном ходит? Ты с мамой сразу бы пошел бы сюда, нам тебе купил бы. Вот мое увлечение — это одежда уже несколько лет. И что я сейчас должен убирать свое увлечение ради кого-то там, ради чего-то? Я, конечно, хочу пожить для себя, делать что-либо. Просто, жить, как я жил, в удовольствие. У меня второй триместр. Жить лишь в кайф. Блин, как песня-то, подожди. Жить лишь в кайф. Блин. Сейчас. Песня есть. Точно, прикинь. Вот капец, я последнее время, вот когда слышу какую-то речь, я сразу песни не вспоминаю. Сейчас на каждое слово можно найти песню. Ну вот и время, да? Жить лишь в кайф. Ну, штяк вообще. Жить лишь в кайф. Не, классно, да? Жить лишь в кайф. Но это мы на Таркове потом врубим. Беременности. Я переживаю, что мы совсем не готовы к Чё, появлению... пацаны там? Тетя? Бомж имеет до хера домов, но постоянно в них не живет. Ну да, тоже вариант. Ну, есть люди, которым нравится вот эта дикая жизнь. Вот он, допустим, у него даже квартира есть, допустим, нормально. Он будет жить рядом с ней на ступеньках где-нибудь. Есть люди, вот они реально просто не хотят никуда. Вот им нравится вот эта дикая природа, не знаю. Ну так ездили бы в тайгу, нет, вот в городе тут помойки где собирают. Поехали бы куда-нибудь в степь, в леса, бегали бы с копьем там. Как там? Как эти индейцы, нормально бы все было. Что-то он какой-то гламурный. Кто? Кто гламурный? малыша. Егор не только не покупает нужные вещи, но и совсем не интересуется тем, как быть родителями. На специальные курсы денег нет. Приходится всю информацию искать самостоятельно. Егор, подойди, пожалуйста. Что такое? Я тут Какая интересная клавиатура. Какую? по беременности. Сколько стоит? 800 рублей. У него комп игровой. Ребят, вы не то ищете. Посмотрите, как в Таркове это сделать квест стрельба по баночкам. Я просто не понимаю, в чем смысл? Ну, в смысле? Можно вот как ты сейчас читаешь в интернете. О, смотри, у него интересно, Клава. В смысле, а где у него эти кнопки-то, блин? Здесь не хватает кнопок. У меня еще Enter правый. Где у него сейчас это все? Он даже на клавиатуре сэкономил. Ну, мне неудобно будет так сидеть целый день. Ну, хорошо, ляг на диван, возьми телефон. Мышку с одной кнопкой бы еще взял. Прикинь, мышка с одной кнопкой. Ни колесиков, ничего, просто одна кнопка ЛКМ. Не, ну зато стреляет, самое главное. Оружие. А целиться нахрен не надо. Оружие на колесико выбирать. Зачем? Главное, стреляет, блядь. Или клавиатура, ё-моё, прикинь, с этими основными только кнопками. Ну, вот этот квадратик Q, W, E, ASD, Ctrl и пробел. Все остальное нахрен не надо. А, ну Alt F4 обязательно надо оставить, и Escape, все. Тебе жалко 800 рублей на книгу? Мама выбирала клавиатуру стопудово, ну. Не в том, что жалко, не жалко. Просто эти 800 рублей можно потратить на что-то другое, понимаешь? Она ему Ты всё комп время собирала жалуешься, что у ребенка стопудово. нет того, этого. И теперь проще покупать. Сына, в Тарков тебе еще играть рано, там матерятся. Играй в Sims, он... Хотя нет, в Sims она тоже, я думаю, ему бы не дала бы поиграть. Интересно, какие бы игры она ему дала бы? Какие игры прям совсем безопасные, кто знает? И не Sims, и не Тарков, что ему можно предложить? Книгу, которую ты даже не будешь читать. Я уверен. Но это же для ребенка. Это твое мимолетное увлечение. Ты ее купишь, почитаешь Блин, посмотрите, вы уже просто порнуху и расслабьтесь, надоели. день, и все, и забудешь. В чем смысл, Эрика? Ты скажи, тебе жалко 800 рублей? Я повторю, мне не жалко. Просто это Ну, так бессмысленно. Бля, это что такое?
Это клавиатура такая офигенная. У меня тут побольше. Приоритет, кстати. У меня тут телефонов капец. И такой. И Samsung. Я тут мобильный властелин. Я говорю, у него клавиатура вот. Как здесь почти. Блин, прикольно. Когда-то этот телефон был модный. Здесь клавиатура, как на компьютере. Правда, кнопки маленькие, капец. Пока сообщение наберешь своими креветками, то механическая клавиатура 3 в ряд. Клава с алфавита Брайля. Не знаю, такие клавиатуры. Не, ну а чё, они получаются как клавиатура чисто для этих... Ну, как для студентов, наверное, да? Или как вот ее охарактеризовать? Что это за тип клавиатуры такой? В смысле, у тебя такая же? Для слепых? Фига себе. Все, молчу тогда. Не, я думал, может, это прикол какой-то. Это игровая? Это читерская клавиатура. Вот в Таркове играют читаки на таких. Стопудово. Просто дайте Это бессмысленная деньги, и трата. Ты очень инфантильно себя ведешь, ты понимаешь? Тратишь на какую-то почитай в интернете. Я не понимаю этой ситуации. О, смотрите, у него монитор этот. Блять, как его обозначить-то? Полукруглый какой-то, блин. Ну, у меня такого не было ни разу. Изогнутый монитор. Вот у меня он прямой, а у него изогнут. Он как дуга такой идет. И мышка на шарике. Почему Егор может потратить на себя спокойно огромные суммы на одежду какую-то? Ну, потому что мама-то его, получается. Он же у мамы свои деньги сосет. Ты у бабушки соси деньги. Да, когда мне что-то нужно, он не может выделить мне определенную сумму. Мне необходимы книги по беременности, потому что обсуждать тему беременности с мамой Егора неловко. Опять-таки, она все... Конечно, она тебе подскажет. Сходи, сделай аборт. Очень хорошее обсуждение. Меня винит за то, что я испортила жизнь ее сыну. Как ее звать-то? Я что-то не посмотрел. Николаевна там какая-то или кто она? Блин, как имя-то у нее, у мамы-то, у его мамы? Слушайте, а как правильно ребенка вот пеленать там? Ты? Аборт! Аборт! Иди аборт делай, аборт. Сегодня у меня второй скрининг. Тест делай, тест, ДНК. Это не мой внук стопудово. Или внучка. Я говорю, у меня есть точно такая, только с черными клавишами. Ведь... А почему у них вот таких клавиатур не хватает? Еще где вот Enter, вот это... Правой вот этой клавиатуры. Почему она там не используется? Я хочу пойти на него с Егором, чтобы вместе узнать пол ребенка. Ты куда? На скрининг. У тебя же был уже один. Она идет на стриминг, на мой стриминг. Сейчас стрим будет смотреть. Я хочу пойти на него с Егором, перемотал, чтобы вместе узнать пол ребенка. Ты куда? На скрининг. У тебя же был уже один. Ну так сегодня второй скрининг. Почему ты еще не одет? Я не поеду. Как это не поедешь? Интересный тип. А вдруг у нее Глеб в животе сидит, тебе вот так привет передаст. Да, привет. Ну, я же съезди сама. У меня дела есть. Ну, я веду младший Глеб. Ну, я занят буду. Тебе что, вообще все равно, что ли? Сегодня пол ребенка скажет. В смысле ему все равно? Она так и не поняла сути. Я ей сейчас напомню. Жить лишь в кайф. Прям нормально музон в тему. Продолжаем. Скажут.
Ну скажут и скажут, Эрик, какая разница? Представь, Что мне может тоже... быть вообще важнее? Эрика, я не поеду с тобой. Мне кажется, что ребенок важнее любых дел. Тем более скажут пол ребенка. Я считаю, что это ненормально. Можно любые дела. Слушай, ну, интересная. Такая кухня прям интересная. Не, ну... Ладно, смотри. Сейчас я, кажется, нашел вон работу там себе, еще вижу. стать моделью для одежды. Но это Деревянный стол и меня стул. очень радует, потому что это и приятно, и полезно. Мне стало так обидно, что я решила забить Хотя на все нет, для меня принципы. просто я просто как бы в квартирах всегда живу. У меня маленько другие кухни. Это частный же дом, скорее всего, да? Да, как-то это... О, нифига тебе баллы дают. Косарь, ты меня сколько уже сегодня заработал? Там уже богатым стал, наверное. И просьбу Егора, и написала Глебу. Он поехал со мной в клинику. И пока мы ждем очереди, я могу извиниться за то сообщение, будто я прекращаю нашу дружбу. Я не хотела их писать, меня попросил Егор об этом. Даже не попросил, заставил. Я примерно так и думал. Ну, по крайней мере, надеялся. Ну ты же знаешь, я дорожу нашим общением. Я бы сама бы никогда не записала их. Я понимаю. Прости, пожалуйста. Я рад, что это сказал. Егор и как бы и не помогает, и как будто бы не любит, и ничего для нее не делает. И я вот реально понять не могу, почему вот она все еще вот надежду в нем видит. Мне безумно обидно, что Глеб отложил все свои дела и пришел на скрининг. Потому что, как бы так сказать... Ну, есть категория вот девушек и женщин, которые до последнего надеются, что все-таки отец станет отцом. Это нормально, это правильно. Она хочет просто, чтобы у нее ребенок был с настоящим отцом. Ну, если есть такая возможность. Конечно, проще всего сказать: иди в попу, все. Ты мне не это. Ты меня обидел там и все. Давай разойдемся и все. Есть такая категория. Она вот до последнего вот. Кстати, ей за это тоже плюсик. Егор этого сделать не смог. И в целом как-то неловко, что сначала с одним пришла, потом с другим. У ребенка есть отец, в итоге приходит посторонний человек на УЗИ узнавать пол. Прилежание головное, спинка вот здесь у вас, с этой стороны. Вот здесь у вас ножки. Ну, встретились однажды педик, шлюха и олень. Почему? А почему она шлюха? Ну, то, что она дружит с парнем, но не факт, что она с ним спала, как бы. Ну, может, у них реально не, подожди, если ты имеешь в виду, что вот это педик, то она тогда не шлюха. У нас обсуждение уже 18+, прям конкретно. Получается, тогда она нормальная. Вот. Тогда вместо педика надо просто крашеный, шлюха и олень. Слушай, ну это сильно жестко прям. Я, конечно, тоже там смеюсь, все, но по мне так как-то... Ну, не, может, у тебя такой юмор, как бы. Я тебя тоже... Я, кстати, черный юмор тоже понимаю. В норме, легкие, диафрагма, глазки. Все на месте, патология не найдена. У вас все хорошо. У вас мальчик. А сможете фотографию сделать? Да, сейчас. А кто рогатый-то? Ну вот он, Егор. Тут суть-то в чем? Я понял, про кого бот-код пишет. Педик — это вот крашеный Глеб. Девушка легкого поведения — это наша героиня главная. Вот. Ну, а олень — это вот как раз. Крашеный как раз олень. Крашеный олень, получается. А он почему? А почему тогда я этот Егор педик? Делаем. Ну, смешанные. Нет, он не педик, он мамкин сынок просто еще. Мама его пытается все под себя подмять. Как же я потеряю своего сынка? Может, он у меня станет депутатом? Просто до последнего надеюсь, что будет девочка. Безумно страшно, что... Вот если бы она бы не забеременела, может, он у меня бы в президенты бы пробился. Он говорит,
вырастет такой же, как Егор. Такой же. Такой же дурачок. Безлаберный. Блин, смотри, я прям угадал. Мне писал менеджер вашего магазина по поводу да, мы рекламы. ждем. Я тогда померяю это сейчас, чтобы... Слушай, это же, по-моему, схема сейчас будет здесь, да? Они же договорились. Она сейчас что-то это подкатит к нему, что ли? Это рыжая, это сестра ее. Они что-то тут замутили. Все идет по плану, смотрим. Понять фасон, да? Конечно. Нужно примерить, посмотреть, как это будет на вас выглядеть. Стой. Вам вообще такой фасон идет? Ну, в целом, да. Фигура у вас спортивная. Эрика вот мне говорит, Ой, ну деньги, качок нужны деньги. прям. Так вот, я принесу в дом деньги, стану отцом семьи. У него фигура вот такая. Блин, я не могу вытянуть даже. Как ее вытянуть? Шею? Ну, мне кажется, у него такая, блин, шея длинная такая. Есть там. Я вернулась в надежде обрадовать Егора новостью, что у нас мальчик. Но его не оказалось дома. Бесит, что ему интересно А всё, почему он кроме гей? Он просто гламурный гей. Нет? нашего ребенка. Привет. Привет. А где ты был вообще? На пробах. Пробовал там девчонку в раздевалке. Но- Это сейчас пробы называется. На каких пробах? Для съемок, рекламы, одежды. Да, он пробовал снять ее. И это и есть твои важные дела, да? Эрика, понимаешь, что это наше будущее? Съемка девчонок в раздевалке где-нибудь в магазине одежды. Это наше будущее, Эрик. Лучше. Сюда. Не надо мне их показывать. Посмотри. Эрика! Тебе вообще не стыдно? Чё? Чё он и показывает? Вместо того, чтобы спросить, какого пола ребенок, ты мне здесь свои кроссовки показываешь. Ну, какого же он пола? Мальчик. Кафельного. Хорошо. А, то есть настолько безразлично. Или деревянного. Блин, ты капец какой-то. Все, меня начинает на смех пробивать. Это все, это вот самый мой любимый процесс в этой программе. Это сейчас вот, когда уже ближе к рождению идет, это, блять, реально, ее на со скриминга пришла, он ей это, на, посмотри мои вот носки какие они у меня модные. Это какой-то первый, второй скрин. Слышь, ты нахрена вообще забеременела? Ты видишь, у меня кроссовки модные. Иди аборт делай быстрее. Все равно непонятно, пока может все измениться. Отрастет до него, что 3 лет падет. Сузи ты меня не поддержал, книгу ты мне не купил, имя ребенку не выбрал. В итоге взгляд... Он самое основное тебе сделал. Он тебе подарил ребенка. Он зачал его. Разве этого мало? Нет. бы мы не выбирали. Да, пацаны, самое это главное, это основной процесс, а все остальное... С Глебом. И выбрали. Да. И как будет... Там потом можно легко эти кроссовки выбирать. Другие. Новые. Берцы ему в армию. Блин, кстати, да. Мне интересно, они вот кто-нибудь из этих парней в армию-то пойдет? Нет. Звать Глеб? Нет, Ваня. Знаешь, Эрик, это уже все переходит. То, что вот у нас с Эрикой сейчас происходит в отношениях, ну это ужас просто. Работа — это наше будущее. Я занят был. Вон киса пошла на тебя кроссовки обоссать. Блин, дайте мотнуть. Зараза, самый интересный момент. Ну, это ужас. Вон, сейчас кошечка пойдет в твои кроссовочки. В кроссовочки твои пописит. Просто работа — это наше будущее. Вова, смотри, котяра идет стопудово, сейчас нас сыт. Я занят был, на это прекрасно знал. И что теперь, левого кого-то звать? А может, это не мой ребенок вообще, а его? Егор эгоист, потому что его так воспитала мама. Я одевалась всю жизнь на рынке, и нам вещи отдавали. Да он не эгоист, он ребенок еще, ё-моё. 80 тысяч на кроссовки. Ладно бы хоть он эти деньги на ребенка потратил. Ну какую-то... Ну, блин, как вот сказать? Она, понятно, забеременела, там, мама будущее. Ну и это что, вот она... Особо, как бы, ну куда? На скриминг ходит, в интернете лазит. Ну, ей же не надо, вот она же не бегает, не ищет там работу, она же не думает, где она деньги будет брать, кто ей будет обеспечивать. Я голову вообще не греть, я вообще пофиг. По сути-то. Вот, а он что? Ну, он на мамкиной шее сидит, поэтому ему приходится маму слушать. Вот и все, вся правда.
Если бы он бы работал бы где-нибудь уже бы, да, а если бы у него бы еще и отец был, нормальный отец, который бы ему дал бы леща, сказал: ты чё, сынок, ты давай будь мужиком. Сделал дело. Значит, надо отвечать за него. А что это за дела такие? Сразу, как дезертир с поля боя убегает. Не, ну он, кстати, никуда не убегает, молодец. Просто маму слушается. Но им придется маму слушаться, потому что они пока иждивенцы. Как бы, если так вот объективно все это смотреть, на все это, они иждивенцы. Они оба без работы. Где они будут брать деньги? Хотя, если она будет как мать-одиночка, пособие оформят. Что там еще дают? Материнский капитал. Обувь потратить, ну, для меня это бред. 2 недели мы живем как соседи. Егор продолжает вести себя эгоистично. Постоянно заказывает еду на дом. Кстати, я еще могу предполагать, почему Егор так себя ведет. Я думаю, на его месте может и другой так повести, не только из-за матери, но еще из-за того, что она реально с этим Глебом трется. Мне кажется, любому мужику было бы это неприятно. Тем более на их первой стадии вот этих отношений. Дело такое. У него 2 выбора. Или берцы, или лыжи. Кроссовки-то зачем? А, да, в смысле, лыжи в армии тоже? Мне, кстати, не понадобились там они. Или мама. Ну да, мама это надолго. Где вот у него отец, я так и не понял. В ресторанах, а ребенку отказывается купить даже какую-то мелочь. Сегодня я нашла в интернете классную бэушную кровать. Кстати, да, вот им же сейчас надо брать-то ребенку тоже. Кроватки вот эти всякие там, коляски вот это тоже. Вот как они вот сейчас собираются? Она ДНК еще не сделала, я так понял. То есть, и по сути, вот мне надо ей тест сделать, доказать, что это его ребенок. Может, тогда они это шевелиться начнут. Брендовая и почти новая, но покупать надо срочно. Судя по комментариям к объявлению, желающих много. Вставай, я не беременна, я пошутила. Время 8 утра, иди спи. Потом съездим. Ну, в смысле, потом такая кроватка в магазине раза в 3 дороже. Прикинь, будет такая: Егорушка, я угораю. Это шутка была, розыгрыш. Я не беременна. Надо съездить, пока никто другой не забыл. Он вообще, мне кажется, он просто подпрыгнет, аж потолок башкой ударится от радости. Рика, ну другую, значит, найдем. Зачем нам куда-то сейчас ехать, тратить деньги на такси еще? Потом купим. Конечно, сходите, купите. Кроссовки ему взяли, носки теперь возьмите. Тоже модные в Спортмастере за 10 тысяч. Нашла дешевый вариант, ты не можешь со мной съездить. Я с утра не собираюсь никуда ехать. Оставайся дома. Егор ведет себя безответственно, потому что он привык откладывать все на потом. Ладно, я понимаю, что если оплачиваю я, но в чем проблема хотя бы их найти? Не, реально у нее схожесть с чем-то. Дай погадаю. Из этих людей-то, которые на улице ходят. Дай это, как они там говорят, позолоти ручку. Занимаюсь и поиском, я еще должна сама ехать, еще и сама оплачивать. Во-первых, у меня есть свои дела. Во-вторых, папа, купи кедики, вот еще ты коньки не сносил. В-третьих, почему у моего ребенка должна быть бэушная чья-то кровать? В смысле, кровать бэушная? Не, подожди, а что у них родственники? Обычно же родственники там помогают, что-нибудь в таком случае отдают там. Как вот оно вообще устроено в жизни? Ну, если семья большая, у кого-то были дети, что-то остается. Ну, нормально, адекватное, как бы, не описанное там на 100 раз и не переломанное. На первое время это можно взять, да, что-нибудь там, если совсем с деньгами туго. Вот. Ну, а так, да, на Авито, если брать где-нибудь там БУ вот эти, то тут как бы, можно новое взять на Авито. Есть даже вот барыжи и новым на Авито, как бы. Вот, а есть прям
чуть не носок дрявый. Продаю за полтинник. Блин, там можно хоть что купить. Я переживаю. Что это за... О, это же эти, прикинь. Из бриллиантовой руки-то актеры. Прикольно. Памятник, да, классно. Это в Иркутске так, что ли, есть такой? Офигенно. Блин, напомните их? Ну вот это, кто он, Никулин, да, получается, справа? Самый такой, фига он худой. Тот вообще толстый такой здоровый мотоциклист, блин. Эх. Я, кстати, до Иркутска еще ни разу не доехал. От нас это где-то 1,5 будет до него. Я все-таки в Кузбасс мотаюсь. Но у нас вот наши в Иркутске ездят иногда. Что мы не успеем купить эту кроватку. Вицин, Моргунов и еще я Никулин. найду такую классную вещь за копейки? Я поехала просить помощи у Галины Николаевны. Знаю, я Трус, заранее балбес, ничего да, не да, покупала. вот я вот именно вот это хотел вспомнить. Трус. У меня что-то вот почему-то какой-то толстый на языке крутится. Чё к чему? А тут сейчас написал трус, балбес и бывалый. Вот теперь вспомнил. Родился, и потом все купили сразу. Потом будет тяжело после родов в один день все закупать. Мы просто заранее напишем список, что купить, и все, и без проблем потом все купим, пока вы будете в роддоме. Нифига он постарел, Капитман. Или он покрасился? Выживалите, миссия 2 альфа, что это? Опять что-то придумали. Мне обидно, что Егор... Слушайте, а вы не хотите посмотреть программу потом эту, всякие звезды в Африке, что-нибудь такое? Ну там в Китае где-нибудь. Прикольная, кстати, тема. себе покупает вещи, вместо того, чтобы покупать что-то ребенку. По-моему, делаешь из мухи слона. Я не могу постоянно на свои пособия что-то покупать. Я вообще под этим не подписывалась, если что. Я вообще не подписывался под твоей беременной, слышь ты. Блин, интересно, мать рассуждает, конечно. А сын твой подписался и роспись поставил. Все, ипотеку взял, считай. А ты как хотела? Надо было тогда своего сына не рождать тоже, чтобы он потом не зачал другого сына. Все просто. Кто мне говорил, что это наше осознанное решение? Верни его обратно. Перероди его заново. И мы сами справимся. Вашей помощи нам не надо. Мне сейчас очень тяжело, меня одолевает отчаяние, потому что они не хотят помогать мне финансово. Меня постоянно упрекают. Девочка, они тебе не обязаны ничего помогать. Ты же не в браке. Вот. Да, даже... Блин, я не знаю, почему они думают, что им сразу всем обязаны. Вообще в этом случае могут просто кинуть тебя и все. Потом только как бы ты, когда он 18 лет ему исполнится, наверное, алименты можешь с него. И то, опять же, алименты, если он как бы будет записан в эти... Или как? Или сейчас без разницы, записан ли ты, нет, вообще как отец. Я вот всегда говорил и говорю, никто никому ничего не должен. Я не знаю, почему родители постоянно стараются вбить своим детям, что тебе кто-то что-то должен. Да никто тебе не должен. Ну. Да ты он только должен государству платить налоги и все. И в армию сходить, так сказать. Так в России сделано, выполнить долг службы. А именно в отношениях вот эти долги, я не знаю, по мне так это глупо. Должен. Вот это и есть, кстати, самая проблема отношений, когда начинают там долги друг другу предъявлять. Ты мне там должен, ты мне должен жрать, готовить, а ты мне должен бабки зарабатывать. Что я испортила Егору жизнь. Все очень обидно на самом деле. Алло, да, здравствуйте. Я к вам подходил по поводу работы вот недавно. Это я, Егор. Давайте встретимся где-нибудь в кафе. Да, давайте. Закладчиком пошел. Я поняла, что мне снова к надо квадроберу. обращаться к Глебу. Но пришлось ждать, пока он освободится на работе. И, наконец-то, вечером мы приехали за кроваткой.
Здравствуйте. Я вам сегодня утром звонила по поводу детской кроватки. А все, ребят забрали. Вот мужчина сейчас приезжал, забрал. Уже забрали? Да. Ладно, спасибо. Всё, до свидания. Мама, пошли. Опять Я Глеб с ней очень ходит. Обидно за нее, что ли, то, что она попалась в такую ситуацию. Вот, вернулся бы она 8 месяцев назад, Я бы зачал быстрее бы. когда ничего этого не было. Чтобы поднять мне настроение, Глеб предложил пойти в детский магазин. Ну и что вот выбрать надо? Ребят, вы уже взрослые, какие вам игрушки? Вы что, угораете? Вы что, в игрушки собрались играть? У вас ребенок скоро родится. Детский сад. Ну, если хочешь, могу что-нибудь. Да ладно, шучу. Они для ребенка игрушки выбирают. Тебе купить из этого. Можно его взять? Все, пошли. Спасибо. Все чаще у меня появляются мысли, что я... Конечно, бери. Так, кредит на сколько будем оформлять? Давай ты мне будешь отдавать каждый день под проценты. А чё, почему бы нет? Чисто по-карифански. Не, можно ипотеку оформить. Леха, я нашел, чтобы посмотреть, чтобы поугарать. Блин, вот в чем-то вот уже подвох стопудово. Что-то там он нашел. Надеюсь, не окна с Дмитрием Нагиевым. Слишком старые уже. Чтобы была в своем выборе, лучше бы я выбрала Глеба, который всегда был готов мне помочь и помогает. Мне кажется, что Егор просто еще не повзрослел. Блин, как ей можно схему донести? Она уже закончилась все. Я же говорю, ты с Егоркой их создавай, а с Глебом содержи, воспитывай, и все. Схема рабочая будет. Домой я вернулась Он в небольшой прекрасном ролик, но настроении угарный. Ну и с ты говори подарком суть для сразу. Что будущего там за ролик? сына. Ты купила? Нет, А что это? это Глеб купил. Да, я посмотрю. Она мазохистка, я не знаю, ей нравится себе больно делать. Бля, я вообще угораю над этими людьми. Вот. Они и так ей не доверяют. Они тесты не делают. Я там по-любому от Глеба, скорее всего. Она еще сюда и мишки от него приносит. И фрукты от него получает. Такое ощущение, как будто она реально троллит их тоже. Вот сейчас на данный момент, вот я был за нее когда, но вот сейчас вот я не за нее. То есть мое мнение уже разделилось. Для меня это троллинг просто. Эрика, ну-ка. Что ты делаешь, Егор? Дай гляну. Егор, что ты делаешь? Да, я посмотрю. Егор, ну что ты Да, я делаешь? посмотрю, что это? Сейчас порвет ее, да? Игрушка какая-то, нет? От тебя вообще никаких игрушек нет. От меня никаких игрушек? От меня ребенок есть. Понятно. Сейчас ко мне супруга придет. Ты мне ничего не даришь. Слушай, я тебе подарил уже. Хватит. До конца жизни. Самый лучший подарок. Егор, ты что делаешь? Ай. Говорю, не Ты еще с трогай девчонкой медведя. подерись. Как с тем, с Егор, Глебом. ну не трогай, пожалуйста. Не надо, ну пожалуйста. Че, сжечь хоть что ли, дурачок? Даже не горит толком. Да ты себя подожги, вместе с ним сгоришь. Придурок. Дай сюда. Дай медведя. Ты медведя мне. Че, зоофил какой-то? Дай ему медведя, он сейчас пойдет с ним это. Король отрубил голову медведя. Это ведет себя как ребенок. Из-за этой ревности порвать игрушку. Да это бред с твоей стороны, блин. Тоже вот херню какую-то изобретает. Зачем ты несешь подарок от пацана, блин, к своему пацану? Это надо быть реально мазохисткой. Брат, какой футбол, волейбол, ты чё? Не, у нас только все про любовь. Про отношения, про детей. Какие футболы? И чё мне там сидеть, смотреть, надеяться, что кто-то гол кому-то забьет? Не, это уже маленько другое. Это уже будем болеть за кого-нибудь, сидеть. Ставки делать. Это уже другая программа будет.
Не, ну, можно все помаленьку попробовать, почему бы и нет. Только зайдет ли оно вообще? О, нифига там какой смайлик интересный. А, это ты намеком, что у нее это... Ну да, есть такое, согласен. Я думаю, ей лучше вот это сделать на камеру. Интереснее будет, чем рассказывать вот это, то, что она говорит. Блин, ну она реально их троллит. Просто берет и троллит. Это ненормально. Тем более он не покупал эту игрушку. Я считаю, что он не имел права это делать. Мне просто А трясет от ты гнева. имела право Я брать не вот этого медведя и тащить к нему домой его? Я понимаю, он не ангел, там, мать у него такая, там. Но ты же, блин, вот тоже берет и провоцирует. Ну, где вот мозг-то у тебя? То, что устал от Глеба, я уже ненавижу его, у меня как будто бы какая-то цель в жизни поквитаться с ним. Я так расстроилась из-за игрушки, что нажаловалась Глебу. Он тут же приехал меня успокоить. И как назло наткнулся на Егора. Опять подраться? Может, жить с ней будешь еще, нет? Егор, Кто ты здесь? что за претензии? Тот, кто хотя бы может ей какое-то внимание уделить. Какое внимание? То, которое не можешь уделить ты. В смысле, вы же обнялись. Зачем вы падаете? Вы же вот, они же вроде обнялись. И сразу падают на снег. Слушай, по-моему, она здесь лишняя, я так думаю. Мне кажется, у них бы вот вдвоем отношения бы намного лучше бы получились, чем вот она. И не нужен здесь никакой тройничок. Мне кажется, у них вдвоем было бы лучше. Я смотрю, у них прям страсть такая загорается между собой. Вы ненормальные! Глеб, слезь! Блин, ну нет, ну нельзя это так оставлять. Сейчас, секунду. Ну что ты постоянно вы вот не вовремя начинаете это делать. Егор, ты же старше его, будь умнее! Глеб, уйди! Глеб, уйди от него! Но он же слабее! Какое дело до меня? Потому что я полагаю. Я сейчас... Разошлись! Ушел! Мне кажется, что Че, все что ли? Да ё-моё. у Егора обида на Глеба, потому что Глеб делает то, чего Ой, молодежь, дети, что... Не знаю, что у них там в башках, но это капец какой-то. Ну, пацана можно понять. Давайте начнем с того, что да, Егор хоть он и безответственный, на мамкиной шее сидит, мамкин сынок, все, но при этом ну, если он ее реально любит. Если бы он бы не любил, он бы сказал уже все, иди гуляй со своим ребенком, нахрен не нужна. Но он все равно же с ней, он ее позвали они домой, ее, она у них живет. Все, живи, что тебе надо? Нет, она ходит к этому Глебу постоянно. Сейчас подарки от него принимает. Эти подарки тащит сюда домой. Еще что-то требует от этой семьи. Вот надо это купить, то купить, и еще подарки. Блин, вот с одной стороны, хорошо ли она устроилась? А? Я думаю, да. Ну. Конечно, мать будет думать Егора, что она сидит у них сейчас на шее на данный момент. Ну да, она так и есть. А как вы, ребята, хотели? Вы думали, что вы сейчас твой сын там создаст и вот это, там у нее ребенка, да? И она не будет сидеть? Да, в этом случае женщина оказывается в выигрыше. Поэтому перед тем, как спать, надо подумать. Может, проиграйте, так сказать. Че? Они сойдутся, ее нафиг. Ну да, я говорю, они, мне кажется, вместе замутят, а с ней не будут, и все. А ребенок от рыжего, да? Как вариант. не может сделать для меня Егор. Он и лезет в драку, он его постоянно оскорбляет. Я у себя дома, и он приходит на мою территорию с моей девушкой, но итог один, он получает уходит. Любой вы нормальный мужчина так же. Блин, сейчас подожди, он еще к тебе домой зайдет и ляжет на диван с ней рядом.
А ты будешь смотреть, чем они там будут заниматься. Прикольно. Отреагировал. Чай пей. Ты можешь мне не указывать? Чай пей быстро. Ты почему вообще со мной так разговариваешь? А ты себя как ведешь? Кто с тобой гуляет? Ну ты же этого не делаешь. А сейчас я должна претензии выслушать. Да, должна. Кто это ходит Я с тебе тобой? вообще... А почему она думает, если она будет с Глебом вот постоянно какую-то херню вытворять, она будет это думать, что он будет потом с ней ходить? Мне кажется, она наоборот отталкивает его этим от себя. Вот я вот по себе знаю, если со мной бы так поступали, я бы уже давно бы потом сказал, иди нахер отсюда и все. Не знаю, как он, но мне кажется, он тоже ее скоро нахер пошлет. Это капец какой-то. Ничего не должна. Ты мне все должна. Я, значит, на скрининг одна ходила, книгу ты мне не купил, кроватку ты отказался идти покупать, а сейчас я должна... Ну так если он такой хреновый, иди ты отсюда, иди к Глебу и будь с Глебом, ты же там была, все, ну. Чё ж ты ему это, ну не перевоспитается он сейчас пока. После армии придет, может, тогда... Ну это вот то, что ты творишь, блин, это не повод. Ой, это не лучший вариант, короче, ты еще хуже делаешь. У вас реально скоро война начнется. Сейчас еще свекрови здесь не хватало. Вот она бы, если бы реально эту тему всю увидела, она, мне кажется, выгнала бы ее. Послушивать с твоей стороны. Я люблю тебя. Думаешь, почему я злюсь так? Любовь показывает, что не так. А как? Как я Поступками она дешевыми показывает. подачками? А что я для тебя сделал? Ты же ебёшь меня. За всю беременность ничего не сделал. А я сейчас выслушиваю, что Глеб... Рот свой закрой. Ну все. Ладно, ребята, давайте на этом, наверное, закончим. Короче, ну все понятно. Тут не будет ничего хорошего. Зря она это сделала, мне кажется. Я говорю, она с характером. Вот кто мне там... Ты мне, Вован, говоришь, что он такая тихая. Вот, знакомься. Истинное лицо Эрики. Я вот эта категория девушек, еще раз говорю, у нее на лице написано. Это ранняя мама, раз. 2, мама с характером. И 3, будет пихать под каблук все равно. Она его сейчас пытается вот манипулировать. Все, она ими будет манипулировать в будущем. Она просто пока маленькая. Но она уже начинает это делать. Она уже приходит к маме на работу. Че, когда коляску будем покупать? Вот. Сейчас здесь пытается, вот сама же накосячила, получается, и пытается еще и его виноватым сделать. То есть она уже начинает выеживаться. С каждым разом, с каждой ссорой я разочаровываюсь в Егоре еще больше, потому что это не тот человек, в которого я когда-то влюбилась. Ну так ты его сама таким же тоже делаешь. Провоцируешь. Еще раз говорю, если на ревность выводить человека, это не значит, что он будет улыбаться и радоваться. Он с тобой воевать начнет просто. Он тебе будет мстить и вообще тебя потом прибьет. Все. Так что проверяйте чувства свои. После скандала мы с Егором не разговариваем. На следующий день Глеб прислал сообщение, что хочет встретиться и извиниться за вчерашнюю драку. Я решила... Ревнует, это не любит. Ревнует, значит, скоро прибьет, и все. Вот так надо понимать. А то тупую вот эту придумали фразу. Ревнует, значит, любит. Бьет, значит, любит. Вот мне всегда я задаюсь вопросом, что за кретин это придумал вообще? В смысле, ревнует, значит, любит? Как? Ну... Ревнует, это значит, уже тебе звездец будет, если он тебя сильно приревнует. Ну... Он тебе свободы не даст. Это не есть хорошо. Ну, любит. Ну. А бьет. Бьет, любит. Вот как раз, когда тебя не бьют, тогда любят, ценят. А если тебя уже бьют, ну, тебя тогда вообще не уважают. Ты тряпка просто. Неважно, кто ты, пацан или девка. Решила поехать. Тем более Егор куда-то ушел, и я могу собраться без расспросов и предъяв. Ведь он же не отчитывается передо мной, куда исчезает. Я тебя позвал по одному вопросу. Долго не буду рассмусоливать. Я
Подари еще медведя, пускай принесет, только побольше в этот раз. Позвал тебя конкретно за одним вопросом. Ну ни хрена себе. Дом 2 отдыхает. Я говорю, этот тип вот он... Блин, вот, ребят, ну вот сами видите ситуацию, да? Какие между ними могут быть дружеские отношения? Вот я вам об этом сказал сразу. Нету, вот не надо мне заливать, там вот девочка дружит с мальчиком. Это вон басни, пускай рассказывают другим, девочка с мальчиком. Там или девочке этот мальчик нравится, она просто не хочет с ним контакт терять. Может, все-таки надеется, что она с ним замутит. Или наоборот. Вот в их случае Глеб все-таки надеется с ней замутить. Она ему дает этот повод и все. При этом провоцирует ту семью тоже. Короче, девочка еще та. В тихом омуте черти бродят. Предлагаю выйти за меня. Да, прям сейчас. Ну, то есть бросьте Егора. Иди, выйди прямо, вот встань за него. Ты понимаешь, что я не могу принять твое предложение? Даже размышлять никак не будешь. Мне кажется, тут даже о размышлениях речи не может быть. Я беременна от Егора, у меня его ребенок. То есть ты видишь себя в будущем с ним? Ну, то есть хоть какое-то обозримое будущее видишь? Я не знаю, что будет в будущем, но сейчас я не готова заканчивать отношения с Егором. Санта-Барбара прям вообще. Ну, мне кажется, что да. Прости, пожалуйста, что так вот происходит. Я, конечно, понимаю твои чувства, но я не могу принять твое предложение. Глеб, ты где раньше-то был? Проснулся, блин. Ладно, прости, что говорю. Очень обидно мне сейчас. Я не вижу причин, почему я хуже Егора. Я отказываю Глебу в предложении, потому что не могу его просто обманывать. Я его не люблю. Какие бы мы ни были друзья, я люблю Егора, несмотря на все трудности. Я вернулась домой в расстроенных чувствах, но все-таки думаю, я поступила правильно. Знаешь, с одной стороны, он правильно сделал. Он тоже как бы не хочет быть использованным, вот и все. Он просто дал ей выбор и все. Но я так думал, я так думаю, он так и думал, что услышит нет, чтобы уже сказать ей это. Иди уже к Егору и все, отстань от меня. Потому что с одной стороны ему неприятно. Он хочет как бы, допустим, с ней быть, да, она постоянно Егор. А у них ребенок с Егором тем более. И этот тоже, ну, получается, что она ему худо делает. Виновник торжества тогда кто получается? Она. Вот видите. Прикол-то в том, понимаете, в чем инициатор получается она. И вообще, даже когда она забеременела, она сказала, что-то она... Ну, а как, я уже, кстати, второй раз так вот эту программу смотрю. Я настаивала без предохранения. Получается, она тоже инициатор. Вот, и вообще поговорка, если сучка не захочет, кобель не вскочит. Вот, я хоть ее поддерживал полпрограммы наполовину, сейчас я понимаю, что девочка-то сама это еще та оказалась-то. Кольцо домой притащила дура. Да, и вообще похер. Хотела написать Егору, но, открыв соцсеть, увидела его фото с какой-то девушкой. Мне кажется, что Егор мне изменяет. И как вообще он может меня упрекать в том, что я общаюсь с Глебом, что я с ним вижусь, когда сам выкладывает такие фотографии. Почему тебя какая-то девушка лайкает? И что ж, в смысле? Почему ты вообще с ней фотографируешься? Потому что это моя работа новая. Какая? Блин, слушай, меня такой... Нет, мне такой не надо, меня спалят сразу. Прикольная работа. А ты кем работаешь? Я с девчонками фотографируюсь. Я модель такая, со мной все девчонки хотят сфотографироваться, еще мне деньги за это платят. Какая работа, Егор? Это коллега моя. Какая коллега, Егор? Это звучит как отмазки. В смысле отмазки, Эрика? Ощущение, как будто ты просто на свидание ходишь и прикрываешься... Блин, вот вообще не поймешь логику этих девчонок, да? То иди работай, деньги зарабатывай. Ну, он сейчас работает, он... моделью, фотоется с блондинкой, что-то такого. Ну, он деньги же зарабатывает, приносит. Что тебе не нравится-то? Ну... Свидание. Выхожу на свидание, да, и потом фотографии выкладываю на общее обозрение. Смотрите. Да? Ты так себе это представляешь? Ну да, не сфотографируешься же с беременной реклама девушкой. сейчас будет. И ты после этого тыкаешь мне
О, нифига там лягушка. Повторять аффирмации на приток денег или прокачать продажи CRM Bittrex 24. Выбор очевиден. Регистрируйся и забирай бесплатный набор клиентов для работы компании. Бесплатно, не за деньги. Bittrex 24 помогает Это что, бизнесу сейчас работать. новый стиль работы в офисе? Попробовали так работать? Как это заработок? Нормально идет? Без друзей, а ты там по бабам ходишь. Потому что я был на работе, понимаешь? На какой работе? На съемках. А Глеб тебе С просто бабами? так... Смотри, он угорает, короче, он прям рад, сука, я тебя отомстил. Молодец. Пускай маленько погорит теперь у нее. Нехер выпендриваться, хотеть тоже. Ходит, да. Мне кажется, что это просто отмазка. Сначала тест, теперь какие-то бабы. Какие бабы? Какие? Ну какие бабы? Ну, просто это... Мимо проходила, сфотографироваться попросила, так. Вот сразу, да, ревность какая идет с ее стороны? А то, что он постоянно к этому Глебу ревновал, так это не канает, что ли? Какую селедку? Она ничего не ест, блин. Она, по-моему, уже изначально, еще до беременности, это поела все, что нужно. Ей этого достаточно. И объясни мне. Да все, Егор, я устала уже от С этого. запасом сразу. Да подожди, Эрика. Там еще, короче, запасом на 24. Не, подожди. Это надо же родить, еще восстановиться. А сколько вот надо, чтобы у девушки прошло, чтобы она еще потом забеременела и родила? Что-то не задумывался, кстати, об этом. Кто знает. Короче, она это там на второго уже приготовилась сразу. Ну, выслушай меня. Эрика. Иди к бабам своим. Тух. Видишь, Отдай она уже рюкзак. улупит его. Ну куда ты пойдешь сейчас беременная? К Глебу. Ну иди к своему... Ну иди на. Глебу. Так ты Глебу отказала, все. Сейчас не будет с тобой уже, все. Глебу. Вот и пойду. Я не могу терпеть такого отношения к себе. Мало того, что домработница еще должна терпеть такие фотографии с его стороны. Я не могу с этим смириться. Вот здесь-то фотки, а ты вообще с Глебом домой к нему приходишь. Нормально, что? Еще мишки от Глеба получаешь. Он-то хоть чисто фотается, как бы. Так что я бы на его месте тоже бы взял бы ее и пришел бы домой. Вот с этой, с кем был фотался, и все. Познакомил бы. Вместе бы втроем пошли бы погуляли. И было бы классно. У него бы была подруга, у нее бы был бы друг. Отличная бы компания была бы, почему бы и нет. Но есть маленький нюанс. Вот эта девушка, она не согласится на такие условия. То есть она может иметь Глеба, а он не может иметь Машу какую-нибудь. Вот и все, вся суть. Я просто ухожу. Эрика же сама не знает, чего она хочет. Мне может удалиться из соцсетей всех, вообще закрытым человеком стать. Так пусть она так же ведет себя и поступает, а не с Глебом ходит за руку. Что там у вас опять? Шея длинная. Но я тоже заметил, у него как-то это интересно так. Ну, все мы люди разные. У кого-то шея длинная, у кого-то руки, у кого-то ноги, у кого-то нос, у кого-то язык. Кто-то просто круглый. Блин, что у меня камера опять херню страдает? Случилось. Ушла. Куда ушла? Не знаю, говорит Глебу. Так бабушки, наверное. Опять сбежала? Я, Егор, не знаю. Уверен ты точно, что это твой ребенок? У нее... Интересно, они вот с мамой общаются? Это... Она у него не спрашивала это, а вы спали в каких позах? А где спали? Сколько времени? Гормоны играют, он, понимаешь? Нет, я не понимаю. Ее можно понять в этом На такую шею можно двоих посадить. Теперь что, побежишь? Искать ее? Нет, брат, по-моему, нет. Егор, меня просто это уже Она достало, хрустнет. ваши ежедневные скандалы. Ну, все хорошо будет, То правда. есть я прихожу с работы, устал. А чего у него колец так много? Он властелин колец? Уставший домой, чтобы отдохнуть, и вместо этого слушаю ваши скандалы ежедневные. Ну, прости, пожалуйста, ее. Властелин Я колец люблю ее. смотрели? Что теперь делать? Что делать? Тест надо будет делать на отцовство. Ну, я, конечно, устал от этого. Я просто, хочу верить, что это кончится, что мы снова будем счастливы. Тем более, если знать все, что было с Эрикой, про ее детство.
ее можно понять, но вот если это постоянная ругань... Не, я ее вообще не пойму, сейчас честно. Она прям изменилась. Вот видишь, как обманчиво первое впечатление. Думаешь сначала одно, а в итоге оно открывается другое. А я, кстати, об этом говорил, что не надо торопиться выводы делать о людях сразу. Они позже все раскрываются, все. Что молодые, что взрослые. Сразу тебе никто вот так вот не сделает. Оп! Розочка распустилась. Никогда не кончится. Ну, я, конечно, ее не брошу, но я сойду с ума. Хоть и Я ее не брошу, я хороший, да? сказала Егору, что иду к Глебу, но это лишь, чтобы позлить его. Ну как я заявлюсь к нему после того, как не приняла кольцо? Тебе надо было объяснить Егору, что тебе Глеб предложение сделал, ты не приняла кольцо, вот. Надо же все рассказывать ему и все. А сама принесла и показать, вот смотри, какое кольцо он мне хотел дать. А я его не приняла. Мне остается только вернуться к бабушке. Мне там плохо. Решай вопрос с ним, снимайте О, квартиру. бабушка покрасилась. Бабушка, ну какая квартира? Ну она Нет, же другой, пришла к по-моему, нам. цвет волос Ну, был, я да? пришла в свой родной дом. Я За ее не поддержку. выгоняла. Блин, подожди, стой, а где? Или такой же был? А, нет, темный. Я просто ее давно не видел. Бабушка, вы где были? Я ее не выгоняла, она молча ушла, мне это обидно. Ну и сейчас тоже тяжело. А он вообще говорит, что это не его ребенок. Даже так? Бросать его надо. А ты как думаешь, Аря? Или опять на время сюда пришла? Я не знаю. Мне просто, знаете, еще что непонятно, почему у него на фотке она, девчонка-то, эта блондинка, если это подставная. Это вот рыжая сейчас сидит сестра, она попросила, типа, подруге помочь. Подругу помочь, чтобы они это рассорились с этим Егором, и чтобы она вообще с ним вместе не была. Вот. Ну, я думал, там подруга что-то сделает, как бы, фотку к себе, наверное, какую-то. Получается, у него фотка. Нахрен он ее загрузил-то себе. Я не хочу тебя пускать, чтоб Бабушка, сердце ну мое можно пустить. опять расстраивалось. Я же не железная. Близких нужно прощать. Ну, получается сейчас так, что она не нужна никому, что и там ее выкинули, и тут не примут. Ну, это тоже не дело. Ну, я думаю, она сожалеет. Как там о своем Вован поступке. писал? В армию пускай идет. Посмотрим, иди раздевайся. Эрика уходит и приходит, Там- и я ее там все всегда равно нужны. принимаю, потому что она мой родной человечек, и я ее очень люблю. Я безумно сильно устала от того, что Егор себя ведет максимально безответственно. Я готова пойти на ДНК-тест. Я надеюсь, то, что им будет стыдно после того, А как вот они этот уедят. красный чел, который дерется, это кто? Это Егор или Глеб? Что это ребенок В Егора. это в чате смайлик, я имею в виду. Привет, Глеб, это Слуха. Ребята, у нас Twitch стрим идет и на ВК Play. Вот, на ВК Play у нас тут смайлики 18+, интересные. Я потому хотела сказать, что у меня получилось рассорить Егора с Эрикой. И было бы хорошо, если бы они прям совсем разбежались. Я очень рада, что Эрика ушла от Егора. Это очень хорошо. Я очень рада, что это все получилось провернуть. Молодец, а зачем уж-то так делаешь? Да модно так, что ли? Я не могу сейчас так опять показать. Блин, Егор у меня мне уши не космали, я звонит раньше и не думал, пишет большие они 2 так. недели. Может, Надо- уже мутит с той девушкой? Раньше Или наоборот его думал, мама как-то это дело, окончательно но забавно. настроила против Нет, меня, не и получается. он ко мне не вернется. На ухо, да, вот так Здорово. постоянно Ну сидит. чё, давай, Может, она так лучше Давай слышит? разговорим что ли? быстрее. Ты раз не хотела. Давай в этот раз без смысл. Ну? Ну, мне, в принципе, сейчас Эрика прямым текстом сказала, то, что я не особо интересен в роли отношений. Так что... Не знаю, я вот на их месте бы, но они просто молодые сейчас еще. Вот, но вот если были бы чуть повзрослее, мне кажется, они бы не подрались. Просто вот у нормальных пацанов, мужиков есть такая особенность. Как бы так мягко сказать. Из-за вареника не ругаться. Вот, потому что инициаторы обычно женская сторона, и пацаны в этом случае умеют разговаривать. То есть, если, допустим, баба бабу начинает ненавидеть всякое разно, там, вот она такая сякая, там, то пацаны нет. Пацаны, они могут поговорить.
Нормальные пацаны. Поэтому у меня почему-то есть такое предположение, но это в программе, конечно, по сюжету, может, не пойдет, но в жизни, мне кажется, они бы еще бы и сдружились бы вдвоем почему-то. Не знаю. Ну, давайте послушаем, что у них сейчас будет. Я из этой гонки, грубо говоря, выхожу. Ты, знаешь что, ты меня поменьше. Потому что все-таки у него твой ребенок. Возьми на себя хоть какую-то ответственность. Мой ли это ребенок? Если бы это был мой ребенок, я бы с ней был, наверное, сейчас. Что я тебе советую, а не всяко заниматься. Все же я понял, что я не то чтобы интересен, и не то чтобы нужен Эрике. Я просто лох оказался. Она меня просто использовала. Вот. Блин, я только сейчас понял, когда она уже почти родит. А то есть 9 месяцев назад я до меня не доходило. Это вообще, как это такое вообще возможно? Нормальный тип, короче. Не остается ничего думать, кроме как то, что, ну, все же это любовь. То есть, какая бы она ни была глупая, больная, Нет, пацан, это залет называется любовь. Ну, видимо, все это она. Мне кажется, это первый его мужской поступок за то время, что я его знаю. Я сейчас с Глебом разговаривал опять. И что опять? Говорит то, что вот, ребенок точно не его, но что у них ничего не было. Ой, ну ты дурачок, Егорка. Понимаешь, я просто хочу верить в лучшее, я люблю ее. Может, таки зря мы давим на нее с этим тестом. Я не знаю, Сань. ДНК-тест на данный момент я не хочу делать, потому что так будет лучше Эрики, она не будет волноваться. Так это вообще не твой, не его, может, это другого. А вы не думали, что третий еще где-то есть? Вы просто о нем не знаете. Понимаю то, что соперника больше нету, и все, мы с Эрикой счастливы. Да и не было никакого соперника. Может, правда, он просто друг. Как бы... Друг. Колечко купил вдруг. Это как мальчишки, кибальчиш и мальчиш плохиш. Дальше не сложилась судьба Егора и Эрики. Я хочу только, чтобы они были счастливы. Тест нужен для того, чтобы я была уверена, что моего сына не обманывают и не используют. Егор не вспоминал обо мне все последние дни, но сегодня вдруг появился, пришел к нам домой и принес в подарок автолюльку для ребенка. Будто у нас машина есть. Вообще не соображает. То ничего. Это вместо коляски будете катать их, блядь. Пробовали автолюльку по снегу гонять с ней? Ну а чё, веревку привяжешь, поехали. Или летом по газону. Твой не допросишься, то вдруг что-то дорогое и ненужное. Я хотел извиниться перед вами. Или подожди, это кроватка. Перед всей вашей семьей, что я так себя вел. Егор, ты всю Нет, это, наверное, памперсы. беременность, за всю беременность купил только вот это? А все остальное Эрика оплачивала. Сейчас ты приходишь и говоришь, извини? Да, потому что я поговорил с Глебом, разъяснил все, что мне было важно. Эрика. Егор, не надо. Ну, Эля. Егор, ты не за... Эрика, поклонись ей еще. Просто вот все, что я говорил про тест тебе, штаны это правда не нужно, понимаешь? Я и так... Слушай, я от себя вспоминаю тоже в то время. Я всякую херню таскал, честно. Я что только не пробовал носить. Это капец, блин. И в этой, в кепке, помню, фуражки эти, блин. Как, мода-то была. Трактористы в них обычно ездят. В чем я только не был, блядь. И куртка у меня, помню, была до пяток. Какой-то черный плащ-то этот. Ну. Так верю тебе, я верю, что это мой ребенок. Егор, я не хочу с тобой разговаривать. Понимаешь, что я люблю тебя? Егор, ну о какой любви может быть речь? Лена, послушай меня. Егор, Эрика, убери руки, пожалуйста. выходи замуж за меня. Егор, Слышишь? нет. Держи. Нет. Эрика, ну... Егор, отстань, Эрика. пожалуйста. Эрика, подумай. Эрика, тебе это не надо. Ты сюда пришел делать предложение, при этом вот я вот такие фотографии должна смотреть. Это я на работе был. Сидишь счастливый, с какой-то бабой. А каким мне быть? Вот объясни мне. На самом деле, вот эта работа, якобы. Ну, вообще у вас 1-1, все. Ничья, давайте. У вас уже через 16 минут закончится. Это была проверка ваших отношений.
Это что ты подстроила? Да, я хотела как лучше. Подожди, стоп. Зачем мне сейчас сознаваться? Говорю, это уже сценарий пошел. Как лучше это разрушить нашу семью, когда знаешь, что у нас будет Какая у вас ребенок? семья? Скажи, пожалуйста, ты вот за всю беременность эту автолюльку принес? Вот. А ты кто? Скажи, пожалуйста. Егор, ну давай будем честны, Соня сейчас права. Что права? Она построила всю эту чтобы мы с тобой разругались, и Егор. ребенок рос один без отца. А ты отец вообще? Да. Ты не отец, ты ничего не сделал для ребенка. Егор, сейчас все вокруг виноваты, кроме тебя. Она действительно... Эрика, я признаю, что я... Хватит меня перебивать! Я тебе клянусь. Это на штанинах у него молнии и стразики. Ну. Все будет хорошо, Хватит, правда. ну, Эрика, пожалуйста, ну хватит меня трогать. выходи за меня замуж, пожалуйста. И мы будем счастливы. Я тебе обещаю. Эря. Егор, я говорю, Эрика. мне сначала нужны действия. Я думал, я сначала что-то я думал, мне сначала нужны деньги, скажет. Хорошо, действие. Вот и принес автолюльку. Что ты еще хочешь? На деньги мамы? Я пока не увижу никаких действий с твоей стороны, я не согласна на предложение. Я не могу злиться на Софу. Она все-таки близкий человек. Блин, прикольно, да, вот Возможно, она ситуация хотела как лучше. получается. То Когда-то есть я мечтала спать без... создаете детей вдвоем, а потом от парня какие-то должны действия быть. Вот система, да. Поэтому, пацаны, думайте вот головой, чем влипать вот такие ситуации. Нахер вам это надо вот, вообще? Ну. И вот потом будет тут сидеть вот эта барышня такая. Ну, мне от тебя нужны действия. Ты мужик, ты должен. Ну, смотри сам, или ты тогда это... Или она тебе не даст доступа к детям. Потом на алимент еще попадешь. Да, дети это счастье, конечно. Но счастье это благоприятное, так сказать, в адекватной семье, в отношениях адекватных. Когда вот такая вот херня происходит, мама в плюсе будет, стопудово. Она будет в плюсе. Ей будут сейчас пособия, ей будут алименты от него. Со временем он же все равно совершеннолетним станет. Вот. Она как бы по сути сейчас вот пока ребенку там не исполнится 7 лет, она будет обеспечена деньгами. Вот и все. Сейчас государство все для этого делает. То есть мать-одиночка сейчас вполне хорошие деньги получает. Вот. А ты вот будешь лохом. Реально лохом, хоть и папой. Уже 2 колечка, ломбард рулит. Не говори. Так у него видел, сколько колец висит? Он еще и какой-нибудь подарит. У него, походу, форма такая интересная, одежда. Я его «Властелином колец» назвал. Жираф большому виднее. Да. Хрен его знает, как оно. Ну, сейчас вот получается. Мои слова, они появляются. Ну, как в программе. Я сказал, что она будет им манипулировать. Ты мне сначала не поверил, ты посмеялся, а я тебе сказал, такая категория девок, они всегда манипулируют. У меня в жизни такие девчонки попадались. Они пытались меня под каблук запихать, но я им это... Пока. Я с ними даже не связывался. Драться я ни с кем не дрался, зачем мне мараться, как бы. Ну и девчонок я не бью, как бы. Вот. Морально мараться не хочу, физически. Об таких людей... Просто я ухожу от них и все, рукой машу. Мне не надо вот этих девушек. Зачем они? Пускай ищут вот таких Егоров. С Егором, но беременность я прошла слишком много препятствий, было слишком много ссор. Я считаю, что хоть он и сделал предложение, то в дальнейшем может ничего не поменяться, поэтому я ему выставляю. Я, кстати, похожа на одну девчонку у меня. Как-то познакомились. Я еще жил давно, юный был еще студентом тоже. Мы с пацанами гуляли постоянно, и там был школа-интернат. Бывает такое, вот, допустим, люди полноценные, семейные, гуляете возле интерната, там девчонки-то они без семей, и с такими знакомитесь. Вот, и вот она чем-то на нее похожа, на вот эту девчонку. Я помню, еще Карина ее звали. Тоже такая же темная, такая же полноватенькая, такая же.
Короче, еще та воровка оказалась, помню. Колечко у меня тоже золотое стырила. Пригласила когда в гости ее один раз. Так что, ну это может мне так фартануло. Капец, Санта-Барбара. Да не говори. Дом 3 отдыхай. Я очень сильно расстроен, потому что я думал, что раз, и все, я сделаю предложение, и мы вместе. Но чуть сложнее с ней оказалось. Ни хрена себе время, 3 часа 40 минут. Ребята, вы поженитесь уже, могла нет? найти кого-то получше в первую очередь. Это Я бы за это время уже троих бы родил. Я никогда не буду ей изменять. Че он сказал? Подожди, в смысле, че ты не будешь? Казалось. Вообще вот это... Я очень сильно расстроен, потому что я думал, что раз, и все, я сделаю предложение, и мы вместе. Но чуть сложнее с ней оказалось. Вообще вот этот Сонин план с изменой, с этой Катей, могла найти кого-то получше в первую очередь. Это тупее. Чувак, да ты сходи коляску купи, да и все, она твоя будет. Угу. Реально, я не знаю, чем вы с мамой думаете, ну, если вы там хотите семью. Вы как ребенка-то возить будете? Где он спать будет? Ну, люльку, нахрена люльку-то ей взял? Люлька. Им кровать надо, коляску. Тупейший план. Я люблю Эрику. Я никогда не буду ей изменять. Сегодня 3-й скрининг. Не знаю, я бы так не унижался, честно. Приезжать домой, тут сидит бабушка, сестра, ты садишься там, ой, прости. Эти сидят такие. Приехал к нам. Сидят там царицы. Нет, я не знаю, или вызволить ее. Ну, не хочет, пошла в пень тогда. Ну. Значит, ей так надо отношения эти. Девушка, которая хочет отношения, она все равно маленький шансик выйдет, поговорить и обсудить. А вот это выпендрёж, вот эти там перед родственником сидеть, там пальцы гнуть. Ну и что здесь такого хорошего? Это не показатель. Егор старается исправиться. К врачу поехал вместе со мной. Вот сердечко бьется. Это вот это вот оно. Да. Ладно. Пульс нормальный. Спинка вот сюда вот лежит. Плацента вот по передней стеночке. Зрелость хорошая, нулевая. Вот пяточки. Это вот профиль. Сделать такую фотографию? Да. Так, вот. Это... Вот парень любопытный, но я просто вспоминаю свой первый выпуск, когда мы смотрели, да? Про Виталию-то, помнишь? Вован, ты там, кстати, присутствовал-то, когда Виталия скрининг смотрел-то. Когда у него глаза-то округлились, как будто он ипотеку увидел на экране. Вот это был забавный чувак вообще. А этот вот, видно, он любопытный, ему интересно, и как бы наоборот. Знает, что мама ему деньги даст. А ребенку зачем коляску? Пусть сразу в армию идет, там и кровать. Блин, ну и добрый ты. Да и тумбочку дадут. Вообще нормально. Сразу в наряд, что ли? На тумбочку. Прикинь, только родился уже. Он даже стоять не может. Как он лежать будет, что ли, на ней? Пацаны, ну вы вообще прям молодцы. Это лоб. Ну, я имею в виду, добрые такие. Губки. Это подбородок. Видно, да? Да. И губы мои. Твои губы. И жопа. А вот это глаз? Я понять не могу. Это глаз да, на это жопе. тут глазик просвечивает. Приятно. Как это смешно. Блин, ребят, ну завязывайте вы, ну ё-моё, ну родится ребенок, главное, чтобы здоровый был. Какой там разница, глазик? Я вот угораю над вот этим всем, вот честно. Глазик мой, ой, ушко мое, ой, там у нас дря, как у меня. Наблюдать, что Егор так относится к ребенку. Конечно, будет хорошо, если сын будет похож на Егора, потому что я считаю, что Егор красивый. Я вижу сына впервые на фотографии. Я одновременно и счастлив, и еще больше счастлив. И видно же, что ну мой. После... Мне интересно, если тебе мама сказала: сын, я не могу сейчас работать, я ухожу в отпуск, я не могу вам деньги давать.
Был бы он счастлив, нет? скрининга Егор пригласил меня в кафе. А что насчет имени? У тебя есть какие-то варианты? Мне нравится имя Ваня. Ну, Ваня, ну это то, что вы с Глебом придумали. Не, ребят, вы сейчас не по модному. Какой Ваня вообще? Вы не понимаете сейчас моду. Вы именно... Сейчас я вам... Сурен! О, нормальное имя. Так, подожди, сейчас еще варианты предложу. Карим. Какие у нас еще варианты были? Блин, что у меня с кепкой? Почему она мне моргает опять? Предлагайте, пацаны, варианты. Какие у нас сейчас современные-то имена? Вот эти модные, молодежные там. Слушай, вот у него будут свои дети, тогда и пусть предлагает. Там Нью-Йорк, Лас-Вегович, допустим, самый раз. Ты какой вариант предлагаешь? Может быть, в честь моего папы? Или там, подожди. Какие у нас еще есть интересные страны? Иран Иракович. Или дедушки. Леха? Ну, Егор, мне не нравится. ладно, ну что нравится ли тебе? Арсений. Сеня? Не знаю, ну какое-то колхозное. Мне нравится это имя. Арсений Егорович. Да, и звучит вроде нормально. Ладно, давай справедливо. Его бы нашел кто? Ты. Я тебе столько грязи сделал, так что имя выбирай ты, ладно? Хорошо. Значит, Сеня все-таки. Я считаю, Глебу надо имя выбрать. Сходите к Глебу. Он здесь нужен стопудово. Кто больше всех страдал, нервничал? И с тобой нервы потрепал, и с ней. Было бы честно, типа, они бы пошли бы к Глебу. Глеб, выбери имя для сына. Ну, почему бы нет? Да. Хорошо. Мне в целом нравится имя Арсений. Даже не его полная форма, а уменьшительно-ласкательная. Сеня, Сенечка. Мне кажется, это очень мило. На УЗИ, что ли, бы? А мне кошка ваша нравится, интересно, серая. Или это кот? Всегда такой спокойный. Спокойно взял кроссовки, обоссал. Все как-то без палева делает. Сейчас он подушку обкакает. Лицо, что ли? Смотри, это нос, кулак. Нет, это пися. Вот так держит. Ну да, тогда тест никакой делать не надо. Губы точно твои. Да, даже не верится. Я смотрю на него и понимаю, что никакого теста делать не нужно. Это просто маленькая копия Егора. Нет, мам, ты походу ошибаешься. Мы стали вместе готовиться Там к сейчас родится появлению другой малыша. Жить снова с Копия Егором Глеба я не стопудово. хочу. Еще не доверяю ему до конца. Он по-прежнему считает капризами и ерундой многие важные вещи. Покупку книг, О, это что, они родили уже, что ли? Какой интересный. специальную прозрачную А сумку чё он в еще роддом, верится? конверт на выписку. Слушай, она уже родила. Че с ним? Но по выходным я приезжаю. Мы смотрим А чё он у вас даже не плачет? Вы что меня обманываете? Чё вы куклу какую-то положили? Какой-то прикол вообще. всякие сайты про родительство и стараемся чему-то научиться. Клади его вот так головой к этой. Головой вниз. Ногами вверх. Не-не-не, вот сюда. К уголку. Блин, как... Ну, ты можешь постараться вот хоть так. немного? Эрика, я стараюсь, вот. Ну, попробуй еще раз. Хорошо. Да, Эрика, вот ты Ты думаешь. нашего ребенка также пеленать будешь? Эрика, что ругаться сразу? Просто покажи. Я сама не умею. Ладно, может, все-таки стоило купить пару книг. Егор очень сильно поменялся в лучшую сторону. Начал хотя бы расспрашивать, он трогает живот Забавные постоянно. ребята, так Конечно, весело с вами, всё-таки за прошлые конечно. разы немного Да я же обидно. шутя Оба всё. переживаем. Неизвестно, что будет. Все молодые переживают. Просто, ну тут вот это Санта-Барбара, это капец. Сериал отдыхает. Ну, гламурный весь. Мотай в палас. Ну я же не привык Не, ну ничего зато делать тепло по будет. дому, еще чему-то. Тут пеленать ребенка, это такая ответственность. В матрас ты имел в виду, наверное, в диван. У них кровать, да, там? Прикинь, в этот... Это же матрас? Ну-ка, подожди. Да блин. Где ваша кровать? Ну, вот он, матрас, вот. В матрас мотай, и все. Нормальненько.
Тут пеленать ребенка — это такая ответственность. Я просто боюсь сделать что-то не так, навредить ему. Все равно какие-то базовые аспекты, как вести себя с ребенком, я должен знать. Здравствуйте. Мне бы вот сумку, у меня подруга рожает. Для котенка. Для переноса кошек, блядь. Пусть сразу привыкает одевать противогаз. Блин. Ой. Егор, тебе надо не эти курсы сейчас проходить. Тебе надо идти проходить курсы, как они, ну, перед армией, эти, учебку. Там, подтягиваться, отжиматься, бегать. Привыкать к берцам уже. Как бы. Тебе не надо брать сейчас сумку. Тебе надо брать форму военную. Там какая-то сумка уже для роддома, правильно понимаю? Да, для роддома сумочки есть наполненные уже с наполнением, есть пустые. Можно взять наборчик из 3. Одна сумка. Ой, я, кстати, брал такую сумку, да. Да, есть такие наборы уже. Сумка большая, она для мамы наполняется, да, по списку в роддом. А сумочка поменьше. Ну ему-то для кошки надо. Она для Во, как раз войдет серый этот ушастый. Вот в эту. Все же Эрика решила остаться с другим. Я надеюсь, что она счастлива и желаю ей только счастья. Но все же я решаю уйти на свои. Так, подожди, стой. Я чё ржу-то? Это Глеб, что ли? Я вот, короче, смотрю на сумку, на все. Я только сейчас обратил внимание, что это Глеб. А, ну то есть дом 3 продолжается. В таких условиях я оставляю ей такое напоминание о себе. И кто знает все же, что может произойти. Может быть, снова встретимся. У тебя сумка есть? Да, мне Глеб купил. Опять? Это троллинг, вот реально. Ну, есть у тебя сумка, вот обязательно надо ему сказать, что тебе Глеб купил. Может, бабушка подарила, я не знаю. Да я говорю, она как будто его троллит. Да, опять. Эрика, он очень много в твоей жизни присутствует, ты не думаешь? Если ты не можешь помочь, пусть помогают другие. Человек заботится обо мне. Кто заботится? Он вообще левый. Ты живешь с кем? С ним или со мной? В том-то и дело, что помощи с твоей стороны никакой. Да. Слушай, по-моему, он в Тарков играет. Блин, дай посмотреть, что там у тебя. Надо было просить, а тут Глеб принес. Он играет в Ну, я игры. говорю, я просила у тебя Глеб помощь. принес, и все, ты забираешь у него, да? Да, что я устала уже. Сам не помогаешь и не даешь другим помогать. Фрукты тебя не устраивают, сумки Эрика, тебя ты не знаешь, устраивают. как он мне неприятен, даже имя его, а тут ты говоришь о помощи какой-то. А мне ты неприятен. Может, из роддома он тебя забирать будет, да? А мне кажется, что он и будет забирать. Ну, он же гнилой человек. Ну, от него можно все что угодно ожидать. Я думаю, то, что я буду с ней на родах, потому что, чтобы Эрика пошла еще раз с Глебом, нет, конечно. Да и я начал... Чувак, ты дал слабинку, все. Тебе кирдык. Это только начало. Будут тебя постоянно пилить, называть тебя бесполезным, никчемным. Потом вообще тебя будут называть мамкиным сыночком. Вот и все. А ты будешь только считать подарки от Глеба. Классные у вас отношения будут. Далеко пойдете. Чтобы понимать, как это важно для меня. Это ведь мое будущее, моя семья. Да, Морально да. страшно, потому что это неизвестность. Я не знаю, как все пройдет. Я еще начиталась всяких историй. Страшно, что у меня тоже может там что-то не так пойти, какие-то осложнения. И в целом страшно проходить через эту боль. Так, насчет боли. Сейчас, секунду. Я все найду. Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет.
Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Да, Мне и так припев уже задолбал. больно. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Я что-то вспомнил. У меня уже 41-я неделя, но схваток все нет. Врач сказал, что необходимо Братан, ты хотел стимулировать футбол? роды. В Вот тебе назначенный футбол. день мы с Егором приехали в роддом. У меня поднялось очень сильное давление, и врачи забеспокоились за малыша, Ни хрена поэтому меня себе, положили в 150, реанимацию. У нас 100, 150, ну да, 150 нас бракует. В рейс уже и тебя этот медицинский терминал не выпускает. Ну так и то, это мужики уже в возрасте, а для ее возраста 150 это, это совсем ненормально. Что это? Кесарева будут, наверное, какое-нибудь делать, да? У меня взяли кровь, и надо ждать результатов анализа. Я боюсь, что с ребенком может что-то случиться. Я не знаю, куда себя деть. Хотелось просто выйти. Честно говоря, смотреть на Эрику очень страшно. Молюсь, чтобы все... Да ты вообще мазохист, нифига себе присутствуешь там. Не, я нет. Я пас, я бы там не был. Вот на скрининг еще ладно там походить. В роддоме потом встретить достойных. Вот, ну, на родах сидеть, это мощно. Прошло гладко. К счастью, все обошлось. Уже через пару часов врач сказал, что я готова к стимуляции, и ребенок в безопасности. Ко мне пришел врач Я удалил, кстати, видео. А, нет, не удалил, подожди. Я его убрал, отключил. Ну да, это вот они не дают стримить там программку эту. Да там куплен этот канал. Или канал Рутуб этот купили. Или Рутуб с каналом с этим друзья сильные. Да похер вообще на них. пузырь. Из меня вылилось очень много воды. А после этого начались какие-то такие небольшие боли. И мне Я считаю, если вы создаете такие программы, это программы жизненные, их надо обсуждать. А то тогда это будет пропаганда и все. Если это не обсуждают, и кто-то критикует, кто-то поддерживает, вот, то это нормально. Если не даете это обсуждать, то это пропаганда идет уже. сделать эпидуральную анестезию. Подожди, только у тебя схватки есть? Да. Зачем попали тогда? Так они начались после прокола. Все-таки Егор незрелый. Мне приятно, что он рядом и держит за руку, 18 но его плюс вопросы здесь раздражают. Здесь Раньше детей надо было всё 16 вместе показывают читать и летних, какие тут готовиться. 18 А плюс. теперь Ты я чё? тут на стену лезть готова, а ему поговорить любопытно. Ты имеешь в виду, да кому что, ну, у нас сильно так часто лексикон не вылазит какой-нибудь там ругательский. Мы в основном ситуацию вот обсуждаем, которая у них происходит. Где-то смеемся, где-то... Я вот не везде смеюсь тоже. Вот у них в начале вообще не до смеха. У них то одного хоронит, то еще там вообще не поржать. Так что... Ну вот мне два стрима он дал записать первых, а потом все. Блять. Да ну, похер вообще. Кому интересно, те посмотрят на ВК Play, на Скоро Твиче. схватки стали сильными ВКонтакте я и буду частыми. заливать, кстати, Ощущения ролики. неприятные, но не так страшно, как я думала. Сарочка, пошла давай. Я же не хотел на родах присутствовать. Зачем меня опять сюда вот отправили? Все, я пошел. Без меня. Я стою на родах, и я просто в шоке. С одной стороны, я счастлив, что вот, наконец-то это произойдет, но мне так страшно, а вот тут что-то с Эрикой или с ребенком произойдет. Вот, молодец. Вот. Еще у вас есть?
Есть. Давай, давай, вот туда, вот туда. Молодец. Ну, я почему-то думала, что роды будут проходить больнее. Я не скажу, что было больно. Просто какие-то неприятные ощущения. Хотелось скорее его из себя достать, родить. Особенно когда уже достают малыша, кладут на живот, сразу все забывается. Это очень приятно, что наконец-то долгожданная встреча. Я сейчас стою и понимаю, все, я теперь отец. А на душе одновременно и радость, и какое-то умиротворение, что вот, все произошло. В следующие дни в больнице меня научили кормить ребенка и ухаживать за ним. Мне не просто все это дается, но уверена, что я справлюсь. Ну чего? А в больнице меня научили пеленать ребенка. Не так. Что там, все закончилось, все родили, нормально? Дома. На самом деле страшно его брать на руки, потому что он такой маленький. И ты не знаешь, может, ты ему что-то там повредишь или как-то не так возьмешь. Ну да, есть такое, согласен. Я, кстати, детей маленьких вот таких вообще не брал. Тоже боялся их брать. Что первого, что второго. Не знаю, но они реально такие мелкие, блин, вот я их вообще боялся брать. Реально, вот что не так возьмешь или не так сделаешь, кажется, как будто он просто сломается. Такие мелкие прям. Ух ты, у нее наколка на ноге. Купола нет. Жизнь ее радует. Нет. Тут собрались исключительно культурные люди. Да. Через пару дней я освоилась. Через пару дней я еще забеременела. У меня с Арсением все здорово получается. А сегодня нас наконец-то выписывают домой. Ну, папа, держите ваши чада. Поздравляем вас. Простите, будьте здоровы, приходите. Поздравляем вас, у вас девочка. Прикольно, да? Вот так мальчика родила, тут херакс выносит потом навстречу. У вас девочка. Еще. Ощущение просто... Я не знаю даже их передать их словами, я просто желаю, чтобы каждый испытал. Я просто желаю Эрике счастья. Все, пока. И ушел, да? Эти чувства на себе. Каждый понял, что это такое. Ой, чувак, пока сам не станешь в такой ситуации, не поймет никто. Вот. Я вот 2 раза уже в такой ситуации был. Да. Первая ситуация для меня, конечно, была тоже, ну, это все-таки первый. Тоже как-то неуверенность какая-то, и, может, где-то волнение. Но вот второй уже как-то это... Ну, я при родах никогда не присутствовал, нет. По мне так это... Это перебор уже. Хороший. Я их маленьких зову пупсики. Я настолько их люблю. Пупсики. Пупсик. О, блин, слушай, подожди, сейчас. Где-то была. Is everybody ready? Где припев? Да блин, где у него припев? Люблю тебя. Мой сладкий пупсик, давай за ручку гулять с тобой. Блин, столько, вот я говорю, то, что они не скажут, можно песню послушать сразу. Я люблю чужих,
А Эрикинов буду очень любить. Я много раз слышала, что внуков любят намного больше, чем своих детей, и теперь я понимаю, о Царское это чем дело многие в говорили. письке Мы ковыряться на решили жить родах. с мамой Егора. Броник Я не Тагила ожидала от заберем. Галины Николаевны каких-то перемен. Чё, пошли но она с Тагилу радостью резать? приняла внука. Какой Помогла Тагилу? Ты купить чё, у меня уже кроватку, 4 коляску утра? и пеленальный комод. Да он какой-то сегодня а вообще Соня и бабушка неубиваемый. приезжают к нам по Тагил выходным. этот. Когда ты становишься бабушкой, преобладает только чувство безусловной любви к этому Да. маленькому В созданию. смысле, а что, сейчас аборт уже нельзя сделать? Иди скажи, пускай аборт сделает. Сыну, Может, это все-таки не ваш сын? Подойди, скажи, сделай аборт. Ну, Паш на тебя похож маленького. Ой, уже и соску сосем. Вот, не надо на такого. ну, нет, а что ему чупа-чупс уже надо? Сразу видно, семья такая. Они тут все, да? Просто вот программу всю вот сначала, если посмотреть, я вот вообще вот в это все я не поверю сейчас, вот в итог. Потому что бабушка против него, там вот свекровь против нее, сестра против него. Блин, ну классная семья. Скоро ножки побегут. Осторожно. Ребят, Глеба не хватает. Глеба позовите. Обязательно. Где Глеб? Пускай Мишку подарит. Важно. Ну, где там ручка? Ой, маленькая какая ручечка. Да, здесь единственное позитивное и хорошее. Это ребенок. Все. Вот так вот. А, ты хочешь взять? Держи, мать. Щеки-то чьи? Твои огромнейшие. Спасибо, да. Егор, Ну и ладно. Он бы еще сказал, а пузико-то твое. Такое же круглое. И жопа такая. Комплименты умеет делать. Ладно, нормально, он сказал, щеки, ну а что щеки нормальные? Щеки твои. И ладно, скажи, маме, на что-то должно быть. А губы мои большие. Главное, что у нас с Эрики. Да вы все разденьтесь прям там и посмотрите, у кого что сходится. Так, здесь так. Слушай, по-моему, это мое. А вот это мое. Палец на ноге пальцы обязательно надо сравнить. Твое, не твое. Блин, ну жопу я не знаю, как посмотреть. Ну, друг друга жопы посмотрите еще. Может, сойдутся, как бы. Ну, почему бы и нет. Мама Егора относится к внуку лучше, чем к Егору. Это заметно. Она даже просила прощения, что так относилась ко мне всю беременность. После родов все наладилось. Пяточки обмывать Галина будет. Николаевна стала требовательнее к сыну. И он действительно старается быть хорошим отцом и не вести себя, как избалованный мальчик. Теперь нас с Эрикой объединяет не только общая любовь и забота, но еще и ребенок. Челка Так что- Егора? А, ты имеешь в виду, у них похоже, может? Вот в таком виде его я представляю примерно. Сейчас, подожди. Блин, где же она? Блин, ну подрались они знатно, конечно, на камеру. Вот эти бои ММА вообще отдыхают. Жить лишь кайф. Жить лишь кайф. Так, ладно, все-таки он отец уже. Я думаю, все у нас будет хорошо, и мы будем счастливы. Или все-таки жить в кайф? Мне кажется, что я никого так сильно не любила, как своего ребенка. Я смотрю на него и понимаю, что это частичка меня. Мне интересно, что это реально мой их не человек. ребенок, или они уже всех Да, он детей так подряд приятно здесь на него показывают? смотреть, он блин? маленький, у него такие ручки маленькие. У нас все идет хорошо. Я даже думаю, что когда Егор закончит школу, мы О, поженимся. нифига, у нас ребенок уже вырос. А он что, пушистым был, что ли? Интересный. Это не его ребенок, глянь, у него шея не длинная. Ну это... Нет, ты смотри. А что, из человека может кошка выйти? Я рада, что у нас...
А вы что, кота покрасили? Он у вас светлее был. У нас сложилась семья. Как хорошо, что у нас все получилось, да? Да. Мы справились со всем. О, смотри, она до сих пор в шапке этой ходит. Самое главное, Купи как он шапку счастлив. уже, девушке, Да. обнови. То, что мы вместе. Что у нас всё Она хорошо, как родилась, что мне никто не так все в мешает. ней. Да, Сеня, да. Что там? Поздравляю с рождением сына. Что бы ни случилось в твоей жизни, знай, я тебя люблю и жду. Пойдем чпокнемся, создадим второго. Не хватает здесь. Ты хорошо, все. Все хорошо? Покажи Егору, похвастайся. Ты же любишь хвастаться подарками. А, мне вот этот Глеб прислал, смотри. Это вообще был бы огонь. Да, все А хорошо. че, почему бы и нет? Для меня важно было получить смс-поддержки Пиздюлей от Глеба. получить от тебя Я скоро счастлива, важно что он будет для остается тебя. моим преданным другом. Мои чувства к ней все же не прошли. Я бы очень хотел, чтобы судьба обернулась так. Все-таки ты хочешь, чтобы она и от тебя родила тоже, чтобы по-честному было 1-1. Ну слушай, ну почему бы и нет, надо попробовать. Только подскажите, какой выпуск у вас следующий? Блин, есть ли? Нет? Допустим, Глеб и Эрика. Что рано или поздно мы все же сошлись. Римусос, куда? Да, скажи. Девочкам, которые попали в такую жизнь, Я знал одного экстрасенса, который из людей сущность в виде гномиков выводил. А тут кошку мечтать, вывести как проще я. простого. Хочу пожелать, чтобы вы верили в себя, что у вас все получится, несмотря на какое-то осуждение, непонимание со стороны людей. Ребенок — это огромное счастье, которое вас ждет. Да, все, бросайте учебу, все бросайте и создавайте ребенка. Вот, не надо образование получать. Зачем? Вас ждет программа на канале Ю. Идите к нему, у вас все получится. Все, я не хочу заново пересматривать. Я и так сильно погрузился в эту историю. Ну, что скажете, ребята? О, давайте комменты почитаем. Блин, ну Глеб же, раз симпатичнее, то недоразвитого. Я не писал этот, не мой коммент. Чё за чел? Все, за тагилой пошли. Мама, просто Егор такой шлящавый, что ему самому парень нужен. Вот, кстати, тоже мнение сходится. Мы же хотели их это вместе воссоединить, парень с парнем. Тоже как вариант был. Про Глеба я говорил, Глеб намного как-то, ну, как сказать, более пацанячий, что ли. Ну, они еще пацаны, конечно. Более пацанский такой, чем Егор. Егор, он более мамкин какой-то, не знаю. Еще сын, так сказать, прям такой. Блин, чихнуть надо сейчас. Ой, извиняюсь. Что, правду говорят, что ли, в комментах? Обычно не верю им. Блин, а что, не видно, что ли? Нифига, смотри, башкой закрыл. Какой же классный, хороший человек Глеб. Медвежа дарит. Надо дополнить. Настоящий мужчина. Просто уважение ему. Его парацетамол редкостный. Егор. И мамашка его конченая мерзость. Как можно было Егору Глебом выбрать Егора? Просто слов нет. Мама Егора адекватная? Пацан в школе учится. Она привела девочку домой жить и сделала из нее рабыню.
Алло, все в порядке? Абонент временно недоступен. Перезвоните позднее. Так, ребят, сейчас тут еще дело есть. Мне через 4 часа уже вставать по делам. Классно поспал. Но зато про Эрику много узнал. Мне же это важно в жизни. Хватит писать гадости про Егора, я устала лайкать. Выбрать любящего и работающего парня. Выбрать 11 классика со странной мамой. Ой, ну прям выбор у нее был. Она забеременела от него и все. Она просто с ним гуляла, резвилась, и было хорошо. И тут залетело все. Какой тут выбор? Как будто она вот это уже залетела, и тут... Слушай, надо выбрать, наверное. Наверное, нет. Я тебя не выбираю. Все. Логика у людей. Раньше надо, перед тем, как залетать, выбор делать. Что там за ссылку отправил? Надеюсь, не порнуху? Я на ночь не хочу ее смотреть. Про футбол. Зачем? Лучший вратарь за всю историю. Тебя что, на футбол потянулось? Счет 2-2, и все решает пенальти. По 5 ударов с каждой команды. Первыми бьют бульдоги. Забивают. У них 1 очко. Как и у всех. Голкипер красных что-то недоволен. Вратарь. Просто понимаешь, в чем дело? Ну, это тип комментирует эту тему. Я думал, тут просто будут показывать вратаря, а тут получается уже кто-то комментирует, а я должен его комментировать, что ли? Нет. Ты мне дай материал, который не комментированный, я покомментирую. А ты мне уже даешь человека, который комментирует это. Зачем мне этого человека-то комментировать? Не, я такое не делаю. Мне надо вот именно вот эту программу сейчас же никто не комментирует здесь. То есть я чисто вот мой голос сейчас ее комментирую. А там уже прокомментированная тема. Так что есть такой же ролик, но без комментариев. Ну, именно, скорее всего, это блогер какой-то комментировал. Так что, блин, ну футбол, я не знаю, ребят, я уже давно в него не играю и особо им не интересуюсь, честно. Я как бы в детстве наигрался в него, и вратарем тоже был, и защитником был. В дворовых играх мы играли там квартал на квартал. Сейчас я не болеем, честно. Как-то вообще... Ну, играют в мячик, бьют в ворота, молодцы. Бегают за ним, красавцы. Я в детстве набегался. После футбола баскетболом заинтересовался. Помню, баскетбол играл тоже. Не, я как-то уже, знаете, ушел из этих спортивных игр. В шахматы давай, он неплохо будет. Есть шахматы где-нибудь? Я могу покомментировать, кстати. Заодно вспомним и мозгами поработаем. Почему бы и нет? Вообще, где я? Я здесь. Так что... Ну, я гляну. Видишь, чтобы это все смотреть, погружаться в это надо, чтобы тебе было интересно. А я вот в последнее время, я говорю, этот футбол особо мне он не интересен. Тем более после того, как наша команда играет, а европейцами я не интересуюсь совсем. Мне вот не интересно, кто у них там где что побеждает. Вот. Я всегда, если я раньше смотрел спорт, то только был за российские команды. Вот. Ну, футбол у нас не очень получалось у ребят играть. Так что, да, я особо его и не смотрел. А так на словах только мне говорили, что они плохо играют и все. Да, я верю, Вован, что ты фуфло не посоветуешь. Все нормально. Так что... Не, нормально посидели, нормальный выпуск, как бы. Почему бы и нет. Вполне.
жизненно, все, что у них по-молодежному. Эрика, Иркутск. Не знаю. Как бы вот по ситуации вот рассуждали, ну, где-то местами смеялись, а там уже как оно... В жизни всякое бывает, и просто парень молодой, все, они сразу его тут начинают за дурачка. Проще в комменты написать: «О, такой-сякой там». А в итоге сами еще... Вот я 100% уверен, вот эти отзывчики, которые там сидят, они вообще половина не семейные даже. Зато сидят и пацана носом тыкают. Вот, ты не тот. Так что... Нормально, все нормально. Все, что было, все естественно и не безобразно. Вот, нормально. Если сейчас вот у них все там нормализуется, у них все будет четко. Самое главное, пацан не отступил и не сказал: давай, иди отсюда. Вот. Он принял ее. Пускай даже он сам сидит на шее у матери, но он же не отказался от нее. Так что молодец, молодец. За это ему плюс. Вот. Ну, а ей плюс за что? Кстати, а за что ей плюс поставить? За то, что родила? Не, молодец, как бы. Это самый главный плюс. А так... Что там? Подожди, а за что я хвалил-то там? Первую половину программы. Пока она совсем от Глеба подарки не стала таскать, как бы. Ладно, все, ребят. Давайте на сегодня все тогда. Хватит. Уже что-то мозг не работает. Надеюсь, все было интересно. Посмеялись, пообщались. Потом нарезки увидите тоже. Подумайте на следующей программкой какой-нибудь. Вот у нас 3 варианта. Мужское, женское, мама в 16 и давай поженимся. Вот какой, что хотим еще посмотреть, поржать. Ну, самые ржачные выпуски получаются у нас. Это мама в 16 и мужское и женское, кстати. Ну, тут, кстати, выпуск недавно смотрели этот тоже. Давай поженимся про девушку-робота. Тоже классно. Нарезки, если что, на ютубе есть. Вот, а у меня ютуб здесь не указан, да? Сейчас скину обязательно. Сейчас, секунду. Ссылочку найду только. Или я указывал YouTube? Нет, я не указывал. Если интересно... Хоп. Хоп. Вот. Там у меня как бы канал о работе, и туда я скидываю все вот эти шотсы со всех там, и с игр, вот, получается, и с программ, всякие моменты интересные. Как-то так. Ну все, всем пока-пока-пока. До новых встреч. Завтра увидимся. Только не в это же время, чуть пораньше, надеюсь. Чего? Чего в арену перестал играть? Наверное, из-за того, что в PvP перестал играть. На сетке эти надоели, там сидят в дырках. Из-за этого и забросил полностью PvP. А чисто в арену играть, ну так себе вариант. Я же совмещал с обычным PvP. Вот. PvP перестал играть, и вот и арену забросил. Я же в арену с тем расчетом играл, чтобы PvP играть. Там же рефа надо качать. В Таркове-то. Да вернемся мы как-нибудь в PvP. Но мне не говорю, мне не понравилась последняя игра. Вот я сколько хожу в рейд, я постоянно меня кто-нибудь убивает с какой-нибудь дырки, блин. Ну. У меня хомяк и то активнее себя ведет как-то. Я подхожу к нему, он хоп из домика вылазит, и это... А это мыши, они вообще не вылазят из дырок. Любят сидеть везде. Тарковские, эти скилловские пацаны, которые потом в чате пишут: «А, ПВЕ, там только мобы играют, у нас же в ПВП одни чемпионы». Угу. Чемпионы. Такие же чемпионы, как вот и Егор с Глебом. Ладно, все, пацаны, давайте. Рад был пообщаться, все здорово, классно. Приходите на стримы, будем дальше позитивно проводить время. Все, спасибо всем, удачи всем, до новых встреч, пока-пока.
Жить лишь в кайф. Жить лишь в кайф. Жить лишь в кайф. Жить лишь в кайф. Жить лишь в кайф, это так просто. Я так живу и ничуть не боюсь. Да, мое детство прошло в 90-х, и я, если честно, этим горжусь. Я помню все от первой жвачки. Помню Рэмбо первую часть, коллекцию из сигаретных пачек, Зука и Юпи, во была сласть. Тетрис, Дэнди, малыш Тамагочи, Кукуруку, Сникерс и Марс. Песни под гитару всю ночь и свой любимый 9 Б-класс. Мультфильмы Диснея, Элен и ребята, Санту-Барбару, помните, да? Дискач 90-х, помните это, как все напевали простые слова. Стоп, холодильник, стоп, морозильник, стоп, светильник, стоп, кипятильник, стоп, будильник. Жить лишь в кайф. Жить лишь в кайф.